Так, ребят, всем привет. Давайте проверим звук. Если есть, поставьте плюсики. Ну, по идее, должен быть. Постараемся сегодня так сделать, чтобы звук не пропадал. Пятница вечер, сегодня не так много, наверное, будет людей у экранов, но посмотрят потом. Обязательно поддержите трансляцию лайками, после просмотра комментариями, чтобы ее поднять чуть повыше, чтобы был интерес вообще их делать в целом. Грини еще не подошел. Чуть-чуть попозже он будет. МС сегодня не может присутствовать. Если бы мог, обязательно вы знаете, что МС всегда большой и такой важный гость на нашем канале. Так, давайте сейчас, наверное, графику. Не успел досмотреть. Кстати, напишите в чате, кто смотрел, если на CNBC смотрели выступление Джерома Пауэлла, что он говорил по поводу ситуации с повышением тарифов. Напишите. Не успел сейчас досмотреть, к сожалению. Так, давайте к экрану сейчас пойдем сразу. Все ли видно? Ну и поговорим о том, что происходит вообще в целом, какая ситуация на рынке. Еще раз, всем здравствуйте, с вами Гоша, канал IndexRate. Сегодня посмотрим на глобальный рынок, посмотрим на наш крипторынок, послушаем гостя, он подойдет, разберем, может быть, отдельно какие-то монеты, поотвечаем на вопросы. Ну, в первую очередь, наверное, хочу начать с глобального рынка, с рынка S&P. Сразу же открываю его. Для того, чтобы понять, что происходит в целом, наверное, нам так или иначе надо смотреть именно на глобальный рынок. Причем открылся сегодня этот график, рисовали давно, он у меня, видимо, с прошлых каких-то стримов или обзоров. И посмотрите, как работает сейчас здесь 0,618 Фибоначчи, 5100 сейчас является поддержкой. Пытаемся пробиться через бычью ликвидность и нижнюю границу канала. Если это удастся, то мы с вами увидим поход на 4900, 4800 к 0,5 Фибо. Это не очень хорошо будет для биткоина в целом. Немного снижаются сейчас объемы, но они здесь, их можно и не рассматривать, поскольку это индекс. А вот если посмотреть на денежный поток, то он у нас уходит в медвежью зону и в целом все смотрит вниз. Это все связано, конечно, с политикой сейчас президента США в отношении тарифов. Закладываются риски, как я понимаю, Джером Пауэлл сегодня, наверное, об этом тоже сказал. Ключевой показатель о 2% инфляции никуда не делся. Я думаю, что к этой цели они так или иначе стараются прийти или будут стараться. И сейчас вот у нас на следующей неделе мы с вами будем видеть ситуацию по индексу потребительских цен, посмотрим, какая будет инфляция, что будет происходить. По крайней мере, пока рынок закладывает небольшое увеличение помесячное на базовый индекс, нет пока данных годовых на индекс потребительских. И есть также на индекс потребительских сейчас без изменений месячный. Но при этом стоит также обратить внимание, что у нас сейчас по данным FedWatch предполагается, что в мае нет, соответственно, будет без изменения ставка 4,25-4,50 базисных пунктов, а вот в июне будет уже снижение на 0,25, по крайней мере, заложено 69%. И июль тоже закладывает почти столько же, 67%, еще на одно снижение уже до отметок 3,75-4. Соответственно, если это произойдет, но это будет, скорее всего, рынок закладывает в связи с тем, что сейчас есть риск повышения инфляции, соответственно, с одной стороны, а с другой стороны, перезапустить экономику все-таки нужно, и поддержать экономику нужно, и регулятору придется сейчас балансировать между рисками разгона инфляции в связи с повышением тарифов и в то же время с тем, чтобы поддержать экономику США. Кто-то здоровается, привет. Как ты смотришь на то, что мы в левостороннем цикле четвертом и падать будем сильно по битку? Ну, давайте чуть попозже отвечу. Да, привет. Кстати, вот Гриня пишет, через 20 минут он будет здесь.
Так, значит, на чем мы остановились? Да, ну, соответственно, вот два снижения, оно может придать небольшого импульса. Причем обратите внимание вообще в целом, что происходит на рынке. Сейчас биткоин, на мой взгляд, сильно не падал не потому, что он такой классный и хороший, а потому что индекс доллара США сильно падал. Вот это, по сути, помогло немножко биткоину, потому что раскорреляция с индексом доллара, она всегда была, присутствовала и присутствует сейчас. Он тоже, кстати, на дневном таймфрейме щупает нижнюю границу регрессивного канала, и в поддержке у него дальше уже ликвидность в зоне 100. От 100 до 99,5. И тоже, смотрите, очень сильный медвежий денежный поток и никакого намека на разворот пока нет. Локальный отскок может быть, но в целом давление достаточно сильное. Если говорить вообще об индексе доллара США, ну то, наверное, здесь стоит учитывать, что если мы пробьемся сейчас ниже 102 и закрепимся, то, как я уже сказал, уйдем 100 и 99,5. В целом такая вероятность есть. Если сейчас удержимся, отскочим от этой зоны, да, от этого уровня, то, может быть, у нас есть потенциал вернуться к 103,5. Ну, вероятность этого чуть-чуть повыше может быть за счет тарифных ожиданий. Но посмотрим. Пока еще трудно что-либо сказать. Если говорить о среднесрочной перспективе, то я думаю, что у нас есть потенциал при ужесточении политики ФРС. Пока что этого не намекается на это, но в целом, если политика ФРС будет ужесточаться и они будут все-таки стремиться дойти до 2% показателя по инфляции, то мы можем увидеть рост 106-107. В целом 106 это 0,618, ну и зона справедливой цены, мы ее видим, она находится на отметке 105, 0,5 FIBA и средняя граница канала. В долгосроке, конечно, я с большей степенью предполагаю, что у нас все-таки будет рост. И достаточно существенный. Я думаю, что к единичке мы потянемся в зону 110, но это в долгосрочной перспективе на несколько месяцев. Да. Если же это вдруг не произойдет по каким-то причинам, возможно, какая-то обратная корреляция с рисковыми активами, еще что-нибудь, даже не знаю, что тут можно придумать, то мы можем увидеть падение 95-96. Здесь в меньшей степени пока мне кажется, это может произойти. Скорее, в большей степени бычий все-таки сценарий. Ближе к концу года 110 и даже выше, вот видимо отметочку повыше. 112. Здесь как раз таки сформирована следующая ликвидность от отметки 112 до 114. Вот нижнюю границу потрогать, я думаю, скорее всего, у нас есть достаточно большая вероятность. Многое сейчас будет зависеть от того, как мы удержимся вот в этой зоне. Ключевой уровень. Ну и, собственно, весь рынок так или иначе завязан на том, как ведет себя доллар США как драйвер. И отсюда мы будем смотреть и на то, что будет происходить уже и на криптовалютном рынке. Если говорить о самом биткоине, ну, можно по-разному, можно и здесь его посмотреть. В целом график для большинства объективно понятен. Риск сохраняется ухода в зону 76600. Такой риск есть. Что еще можно сказать? Ну, на краткосроке, наверное, я думаю, что нам важно сейчас удержать вот эту зону 81,5, 82. Очень хорошо ее держим. Очень хорошо ее держим. Я думаю, это как раз-таки связано с тем, что... Причем обратите внимание, как золото, да, себя повело, как оно пролилось. Золото не удержалось, а биткоин удержался. И мне кажется, вот как я уже сказал, это связано с долларом США, который значительно ослаб. Также, возможно, достаточно агрессивные тарифы на Китай могут быть благоприятными для биткоина. В целом, часть активов, часть инвестиций, инвесторы китайские могут быть переведены из юаня, в том числе и в биткоин. Также на это влияет еще и доходность казначейских облигаций. По сути, после того, как было объявлено о тарифах, которая сильно упала, что обратно сказывается на биткоине.
Поэтому главное сейчас вот наблюдать за тем, что происходит, но мне, по крайней мере, пока что нравится. Мне нравится, как он удерживает зону 82, не дают просадиться ниже. В целом картина того, что мы не переписываем лой, нас удерживают достаточно жестко в зоне 80, 80-82. Если по каким-то причинам нас кольнут, это не очень хорошая история, уходить к 76. Если нас удержат, нас будут тащить выше. В сопротивлении у нас сейчас здесь, ну, объективно, наверное, видно. Если 81-82 у нас основные уровни, от которых мы можем отскочить, то дальше мы можем видеть 85, ближайшее, да, 84-85, дальше 89 и на уровне 90-92, 0,5 фиба это зона справедливой цены. В целом, я уже не раз, наверное, об этом говорил за последнее время. Считаю, что если нас провалят ниже, то мы увидим 78 и даже 76. Достаточно опасная история. Но на среднесрочной перспективе все-таки я думаю, что нас попытаются потащить тестировать 90-92. 90 как минимум. Уже пытались, там вот видим, да, 89 одной свечкой закалывали нас повыше. В этот день, кстати, обзор был на TradingView, можете посмотреть. Ну а в долгосрочной перспективе, как и ожидал, попытку ухода выше, то есть следующая у нас отметка 0,618, 95-96, проход ее, закрепление выше трендовой, белой обозначенной, даст нам потенциал разгона. Либо, соответственно, здесь мы остановимся, потестируем, и не удастся толкнуть, все будет зависеть от того, какая будет ситуация в макроэкономике, либо нас потащат на перехай, что с большей степенью вероятностью, мне кажется, произойдет. Все-таки мы увидим, лучше посмотреть, наверное, вот здесь. Сейчас, мне кажется, здесь у меня есть эти Фибоначчи, чтобы их показать. По-моему, на глобальной или на локальной, не помню уже где. Вот, на локальной 120 и неделька, кажется, должна быть. Да, 120, 123, от 120 до 140. 1,618, 1,618. Потенциал сохраняется. Всем сейчас кажется, что это не очень хорошая история, что это может в меньшей степени произойти, что нас могут сейчас развернуть в медвежку. Потенциально медвежки пока не ощущаю. Как я уже сказал, важно смотреть, что будет в зоне 0,5, в зоне 70-76, вот здесь. Если кольнуть ниже, то опасность есть. Очень даже большая. Видим, смотрите, как четко прорисована вот эта зона. Она как раз находится в зоне 72. Соответственно, если сюда зацепят, ну, уйдем в медвежку. Уйдем в медвежку и будем тестировать 60. В зоне 60 находится справедливая цена, по-моему, на старших часах. Сейчас посмотрю, если я не ошибаюсь. Почему-то не прорисовывает. Прорисовал. Да, вот она. Она находится в зоне 62. Соответственно, вот это будет наилучшая зона для начала стратегического закупа. Ну, по моему мнению, это, конечно, не финансовый совет ни в коем случае. Я бы стал откупаться отсюда даже от 70. Даже от 70 по стратегии я бы начал откупаться. Те, кто на канале давно, я эту стратегию показывал. В принципе, она не такая сложная, ее можно заложить в калькулятор, он закреплен в чате, поэтому обязательно подписывайтесь. Если вы еще не подписаны и только смотрите канал, обязательно подписывайтесь на телеграм-канал. Все ссылочки найдете в описании. Обязательно подписывайтесь на телеграм-чат. Там ребята очень активно в последнее время общаются. Ну и на YouTube канал, если не подписаны, тоже подписывайтесь. Ребят, вы проставляйте лайки, поддерживайте трансляцию, чтобы к нам побольше народу присоединилось. Сейчас в ближайшее время увидим Гриню, зададим ему множество вопросов. Давайте еще посмотрим на то, что происходит на эфире. Или давайте лучше здесь. Сейчас очень много всяких графиков. Так, эфир. Эфир я уже показывал. Здесь он у меня размечен по зонам интереса и, наверное, на дневке. Его правильнее будет смотреть. Да. Мы как раз показывал я это на канале у Кирилла Криптохамстера. Мы там были с МСом. Можете зайти посмотреть этот стрим. Очень интересный. Такая жаркая дискуссия. Обязательно, если не подписаны, Кирилл, тоже подпишитесь. Мы периодически делаем совместные коллаборации. Итак, ну что по эфиру? По эфиру в целом разметка разброшена, видно.
Вот давайте, наверное, прежде чем к эфиру пойдем, сейчас я посмотрю, где здесь у меня этот... во. Ну, во-первых, про биткоин, да, сейчас. За последнее время посмотрите, какая картина интересная. Огромный приток, там, с 17 марта в биткоин ETF. Достаточно незначительный отток, потом опять приток на 200 миллионов, и только половина откатывается. То есть биткоин ETF больше идет к нему приток. Это я чуть позже покажу, с чем это связано. И давайте посмотрим на эфир. Вот у эфира обратная картина. Посмотрите, как он выглядит. ETF на эфир практически за последние вот сколько дней получается, с 17 марта у меня здесь информация есть только, по вчерашний день, по 3 апреля, в основном идет выгрузка. Небольшой закуп в районе 10 миллионов и все. И здесь 60, 70, 80, это уже 100, 100 сколько получается? 112, 115, 160, ну почти 170 миллионов. Да, 170 миллионов. С него выгружали. Ну и картина, собственно говоря, на графике показывает то же самое. Поэтому, ну, сейчас важно, наверное, наблюдать основные зоны. Это 1700, 1700, 1750, вот где мы сейчас консолидируемся, да, сколько от него может быть. Небольшая вероятность есть. Если будет отскок, то потащимся чуть повыше, 1900-2000 где-то. Если говорить о краткосрочной какой-то перспективе, то у нас есть вариант, что мы все-таки попытаемся двушку перебить еще раз. Такой вариант есть. Если нет, то откатит на 1500, вероятность достаточно большая. Ну а если говорить о глобальной истории, то я думаю, что мы можем, при условии, что биткоин все-таки отыграет историю, связанную с походом повыше. Не вижу в эфире там сумасшедших иксов до конца года, ну честно, не вижу. Причем говорил это не первый раз, потенциал такой есть, но пока не вижу. Для меня будет, наверное, понятнее, если эфир в этой истории, с учетом того, что идет распределение между эфиром и Соланой сейчас, с учетом того, что очень много по альтам идет сейчас размазывание капитализации в целом, да, ликвидности, наверное, если правильно сказать, то я думаю, что эфир мы можем увидеть до конца года, при условии, что биткоин будет восстанавливаться как раз-таки вот в зоне справедливой цены а-ля с заколом чуть повыше вот в эту ликвидность. То есть от 2900, да, здесь 2903, от 3 до 3,5. Вот это вот его перспектива. Очень удивлюсь, если будет попытка 4000 потрогать. Ну, реально удивлюсь. Что-то, возможно, будет изменено в ситуации, что он так себя поведет к концу года. Пока для нас важно, что мы находимся сейчас вот на этой ликвидности. Кстати, вот когда мы это смотрели на последнем стриме, да, кто-то сказал, не помню кто из ребят, что так далеко ликвидность смотреть мы не будем. Ну, то есть не то, что не будем, а она не отрабатывает. Но вот здесь я бы, наверное, поспорил по той простой логике, но вот посмотрите, вот тоже далеко, далеко. Вот до этого момента далеко, далеко. Смотрите, какая идет отработка средней зоны вот этого накопления. Тоже так удобно смотреть, причем я обычно, когда смотрю, я показывал это уже, я раскидываю еще и FIBA. Если есть разница между FIBA и верхней, средней, нижней границей вот этих накоплений, я кидаю между ними параллельный канал, чуть-чуть закрашивая, и получаю зоны интереса, помимо тех, которые отрисовывает Smart Money. То есть одно дело это отрисовка Smart Money, немножко другая там технология используется, другое дело зона интереса. И в целом картина становится более наглядней. Это, конечно, не означает, что прям все будет двигаться именно так, и здесь будет удерживаться, мы понимаем, но картина становится более теплее и более понятнее. По крайней мере, сейчас понятно, что у нас не завершено медвежье движение, у нас, правда, немножко снижаются объемы, на низких объемах пытаются удержать, объемы снижены достаточно сильно. И у нас, сейчас посмотрим, как ведет себя денежный поток. Мы видим, что и трендовые алгоритмы находятся глубоко в медвежке, и денежный поток пока все еще, ну, вроде намекает, что это где-нибудь примерно середина, да, и может быть отсюда отскок. Но еще точного подтверждения нет, поэтому для открытия позиций нужно, наверное, их дождаться. Если говорить именно об этом, да, то, наверное, как я уже сказал, 1700-1750 на отскок до 1900. Вот, если вторая зона, это уже 1500-1600.
Вот мы видим 1500, отсюда и 1600. Вот отсюда отскок обратно в зону 1900, соответственно, туда ближе к 2000. Ой, вернее, 1800-1900. К 2000 это если в первой зоне отсюда отталкиваться, вот сюда, к этой ликвидности. Соответственно, если при продаже говорить, то, скорее всего, 1900-2000 не пройдем. Я думаю, что отсюда можно будет рассматривать локальные медвежьи истории, то есть шорты, потому что отсюда, скорее всего, здесь будет наибольший интерес, наибольшее скопление ликвидности. Мы ее видим. Вот 1985, ну, короче, 2000. В зоне 2000 отсюда можно будет смотреть шорты. Вот, наверное, это вот такие основные вещи, если говорить об эфире. А если возвращаться к биткоину, еще хотел показать как раз-таки ту историю, почему мы видим накопление хорошее. Вот смотрите, адреса больше 100 на биткоине. За последнее время начинают потихонечку, медленно, правда, но начинают прирастать. Теперь адреса, которые выше 1000. То есть это прям такие киты-киты. Ой, так плохо, наверное, будет. Сейчас сделаю вот так. Попробую вот так сделать. Оттолкнулись от нижней границы и, посмотрите, начали толкаться вверх. То есть больше 1000 адреса, где с балансом больше 1000 биткоинов начинают накапливаться. Это означает, что долгосрочные держатели начинают потихонечку накопление даже от этих уровней. Можно здесь увидеть это, сейчас я покажу, вот на этой модели тепловой карты ходлеров, да, можно ее так назвать. Давайте я уберу сейчас вот эти все мелкие, 24 часа, неделя, 3 месяца, 6 месяцев. И посмотрим, что здесь происходит. Вот вплоть до 10 лет. Смотрите, все развернулись и стали дружненько наверх все это дело. Приближу. Вот все волны начали разворачиваться наверх, все стали накапливаться. Слабые руки, наоборот, они за это время фиксировали убыток, теряли. Так, что там? Сломался. Кстати, ссылочка на этот ресурс bitcoinmagazinepro.com есть в описании. Кто не знает, там очень много различных интересных метрик. Вы можете их посмотреть. Ну вот, видно. 6 месяцев, 12 месяцев, год и даже 2 года, 3 года. Да, и даже эти. Все вниз. Все смотрят вниз, все фиксировали убыток. Долгосрочные держатели, даже те, которые сейчас находятся в просадке, то есть они тоже стараются не фиксироваться в целом и спокойно свои нереализованные убытки у себя удерживают. Здесь это видно, что мы немножко стали накапливаться и вот тут, да, на этом чарте тоже долгосрочники видим, что стали расти. Когда такой рост происходит, может быть еще заколы вниз, но в целом все должно расти. Рано или поздно, в любом случае, когда долгосрочники начинают копить, на рынке начинается дефицит. А краткосрочный держатель, наоборот, вниз фиксировался, фиксировал убытки, потому что откупался, ну, как правило, это слабые руки, откупался не там, где надо. Я думаю, что это рассказывать всем не нужно. И один из моих любимых чартов – это золотое сечение. Отработали зону аккумуляции 1.618, ушли на 350-дневную цены. Пытаемся, вернее, к ней дойти, это 76. Почему я сказал, что очень важно вот эту зону удержать, потому что провал ее устроит нам вот такую картину. Смотрите, когда оранжевая 350-дневная прорывается, вот что происходит. Начинается медвежка. Поэтому зона 76 очень и очень важна сейчас. Если будет провал, вот такой же будет сценарий. То есть будем валиться под нее, и это уже медвежья история. Если же нет, оттолкнемся, то у нас есть все шансы. Во-первых, в этом рынке мы не дошли до красной. Не факт, что обязательно должны дойти, потому что когда мы до нее доходили, даже ее перехаивали, у нас была такая история, что мы вернулись обратно на поддержку 350-дневной цены,
в этом чарте, потом отскочили только до зоны аккумуляции. И это был перехай, это было 69 тысяч, это был ноябрь 2021 года. Потом ушли в полноценную медвежку. Сейчас мы доходили до красной зоны, это было в марте 2024 года. После чего свалились вниз на поддержку, и сейчас у нас хай был достигнут вот здесь. Поэтому потенциально рассматривать, что и не исключать вероятность, что мы можем провалиться и начать медвежий рынок уже сейчас без попытки перехая 120 тысяч, хотя в моей голове 120 тысяч от 120 до 140 к концу года было бы более логичным и уход в 2026 году в полноценную медвежку. Это не значит, что может так произойти, поэтому нужно быть очень внимательными. И если вы что-либо накапливаете в биткоине, то должны четко понимать, какая будет у вас стратегия для того, чтобы взять нормальную среднюю цену на достаточно длительном периоде медвежьего рынка. Я думаю, что он будет не очень большим, но и не маленьким. Сейчас интерес к биткоину достаточно высокий, и мы даже в каких-то моментах видим, что биткоин может, я делал об этом ролик, может вести себя парадоксально и фактически становиться неким таким убежищем или гаванью. Он стал ценностью. Ну, и если говорить, где у нас находится зона аккумуляции, почему я говорю 122 и выше, здесь даже 122, 150 сейчас, ну, 122 как минимум, то это зона аккумуляции, это зона золотого сечения по этому алгоритму, и он построен таким образом, что еще ни разу не ошибался. Вот, ну и аналитики Glassnode выпускали отчет, 13-й отчет, вот он выходил буквально там 2 дня назад. Ну и согласно этому отчету они тоже показывают консолидацию в зоне 7,6-87, но здесь самое главное, что бы я хотел показать, что они здесь впервые, кстати, я вижу от них такую историю, когда они на он-чейн метриках начинают искать, скажем так, технического анализа различные паттерны. Да, и вот они нашли такой паттерн, сейчас я его найду, назвали его золотым крестом, вернее не золотым крестом, а крестом смерти, к сожалению. Сейчас где он тут, куда он делся-то? И куда? Не Ты через знаю. что стримишь? Через OBS-ку? Да. Может быть, да, у тебя... А сейчас? Пишет, зависло. Да, а у тебя стриминг идет сам по себе? Стрим, Так, может... ребят, О, проверьте, а сейчас сейчас? мы появились, похоже, да. Вот сейчас я увидел себя на телевизоре. Я в телевизоре, мама. Появились? Моей мамы сегодня день рождения. Пользуюсь случаем, поздравляю свою маму. Очень ее О, люблю. передавай Целую. Я в поздравления. телевизоре. Мама, Мама, ты тебя с днем святая. рождения. Видишь, я вырос большой. Ты хотела, чтобы я был доктором, но в итоге я стал криптотрейдером. Так это ты Вот. тоже доктор. Ты лечишь психологию людей. Ну Ты да, по всем сути, да. рассказываешь, что все будет хорошо, и они лечатся. Да. Вот, так что раз уж так, да, я в телевизоре, мамочка, я тебя очень люблю, с днем рождения, цвети всегда, как весной вокруг тебя все цветет. Вот, ну что, наконец-то я в гостях у тебя, мы с тобой только что говорили, Гоша, минут 5, но это все не шло в эфир, видимо. Друзья, поставьте прям много А, плюсов, если сейчас точно все нормально слышно, потому что мы старались Я показывал вам... индекс волатильности, ребят, к вопросу о том, что происходит, да, и вопрос у Грини звучал о том, что я сейчас, как я ощущаю рынок. Ну, в такую волатильность я его никак не ощущаю. Локальные трейды только, если они и происходят. Вот 2 дня глобально, что происходит на рынке с точки зрения волатильности. На крипторынке немножко по-другому картина выглядит. Наоборот, да, она немножко слабенькая. Вот за 7 дней, например, только чуть-чуть, вот она. Вообще, в принципе, была на месте. Ну, стояли в диапазонной торговле. А вот глобальный рынок трясет. Но, соответственно, эта тряска в любую секунду может и на нас отреагировать. Поэтому в такой истории хорошо, конечно, какие-то локальные трейды, но с точки зрения позиционной торговли, например, нужно подождать, пока рынок придет в Гош, нормальную фазу. а можно Да. вопрос? Глобальный рынок-то трясет у нас в медвежью сторону, правильно? Трамп, тарифы, Пока газ. да, пока да, пока Вот. да. И ты тоже говоришь, что ждешь локально больше коррекции. Так, как ты думаешь, в итоге-то это все окажется медвежьей ловушкой, набором шортов? Сейчас Да, очень, правильно? очень важная история. Сегодня вот И- я не досмотрел, к сожалению, не досмотрел. Сегодня выступал Джером Пауэлл, потом посмотрите обязательно на CNBC, можно с переводом через Яндекс его посмотреть, послушать, что он говорил. Но не думаю, что что-то новое сказал. В любом случае сказал, что, скорее всего, что есть угроза того, что они могут не справиться с инфляцией, скорее всего, из-за повышения, ну, из-за тарифной политики новой администрации Соединенных Штатов. Ну и, соответственно, скорее всего, сказал то же самое, вряд ли поменял свое мнение по поводу того, что он хочет прийти на 2
процента к инфляции, то есть двинуться к ней. Я вот говорил о том, что у нас ожидания на следующей неделе, пока не все еще тут видны. Сейчас я посмотрю еще раз. Да, ничего не обновилось. Базовый индекс только помесячный чуть-чуть прогнозируют с ростом, а остальных данных пока нет. Месячный потребительский останется без изменений. Годового пока нет. То есть ничего не говорят аналитики. Но самое интересное, что, не знаю, ты слышал или нет, что у нас на июнь и июль уже заложено два снижения. Сентябрь посмотрю. Нет, сентябрь без изменения. Мгм. Сентябрь без изменения, а в октябре еще снижение. Ну, не сильная разница, но потенциал есть. Еще 25. А декабрь без снижения. Но если три снижения заложены сейчас, ну, наверное, биткоин будет реагировать на это к концу года. В любом случае. Сейчас очень важно, чтобы в канале удержались. Мы его смотрим как четко. Причем я ничего не делал, просто включил ее сегодня, смотрю так, я даже трогать не стал. Видимо, построил раньше эту модель. Слушай, ну вот извини, S&P же вообще по-другому выглядит, чем биткоин, да? Мы можем их наложить или по очереди посмотреть? Я хочу тоже потом разобрать. S&P уже выглядит по медвежье. Биткоин, да пока еще нет. Это что, у тебя дневной таймфрейм? Это На дневной недельном таймфрейм. биткоин, А я тебе а на скажу недельном почему. как А я же сказал выглядит? вначале, ты, наверное, не слышал, почему с биткоином такая история произошла сейчас, по крайней мере, он себя очень хорошо себя проявил и никуда не делся. И это важно понимать. У него есть несколько важных моментов, с чем это связано. Во-первых, это связано с индексом доллара. Доллар слабый, что по сути удерживало биткоин. Доллар реально слабый Мгм. сейчас. И потенциал его еще чуть-чуть подвигаться вниз есть. В целом ожидаю, что вернется, конечно, к своей силе. Я уже об этом говорил, мы его посмотрели. Вот. Но это есть. Потом резко упала после объявления тарифов доходность казначейских облигаций, что тоже, по сути, это должно помочь повысить ликвидность. И, по сути, рынок ожидает, что ФРС будет снижать ставки, чтобы поддержать экономику от негативного воздействия тарифов. С одной стороны, ему вроде бы надо процентную ставку удержать, а с другой стороны, ему надо и негативное последствие сегодня, скажем так, деятельности администрации новой тоже удержать. То есть ну, опять баланс. Опять Джерому Павелу надо одним местом усидеть на трех стульях. Вот. И еще Китай. Чем агрессивнее тарифы на Китай, там тоже могут быть благоприятные истории на биткоин. Я думаю, что инвесторы это тоже рассматривают как потенциал. Там может быть история с тем, что китайские инвесторы могут перевести свои инвестиции с юаня на другие рынки. И в частности, поскольку биткоин уже сегодня является очень интересным рынком, я показывал вот эту вот историю, что происходило. Ну вот эфир, понятно, он весь там в шоковом состоянии находится с точки зрения ETF, а посмотрите, как работали институционалы с биткоином в ETF. Совсем незначительный отток. Совсем незначительный по сравнению с приходом. Посмотрим, что будет происходить дальше. Поэтому биткоин себя показывает и лучше пока. Такое было не первый раз, кстати, а сейчас тем более. Сейчас есть аппетит к тому, чтобы... Хотя в целом, да, по идее, но давайте посмотрим на вот сюда. Сейчас где он? Вот он. Знаете, что происходит с высокотехнологичным сектором? Это что? О, это что? Это не это NASDAQ? Это NASDAQ. Просто Да. офигеть. Я что-то не следил за фондой. Слушай, да, Посмотри, что с вообще кошмар. NASDAQ происходит. Вот, ребят, вы гляньте, что вы по этому поводу думаете. Смотри, что с NASDAQ происходит и что с биткоином. И ты сам что по этому думаешь по поводу? Биткоин задерживается перед вот такой Вот он, финальной вот он распродажей? задерживается, потому что очень мало альтернатив. Или Потому что, наоборот? не-не, смотри, Или видишь, наоборот, это конец уже ловушки, а биткоин уже все, вот он сейчас идет как золото наверх. золото не наверх идет, золото сейчас корректируется. Ну, я имею в виду в более глобальной картине. Золото идет у нас наверх конкретно уже весь О, год. а я думаю, И сейчас сейчас золото оно... у нас, если провалит 3000, вот оно сейчас держится на 618, на А, 1,618, она уйдет в зоне справедливой цены, мы 2800 по золоту увидим. да, и биткоин, 2900. ты думаешь, тоже скоррелирует, да, скорректируется куда-то все-таки? Ниже сотки мы еще потусуемся, да, Я думаю, до да. осени? Я думаю, да. Я думаю, еще потусуемся. У Интересно. нас даже есть Потому риск что, уйти все-таки к 76. Я поэтому ну, показал вот этот я индикатор. согласен с тобой, что есть такой риск, это глупо отрицать. Просто я, честно говоря, хотел вообще другую точку зрения озвучить. Давай, это как Так раз что хорошо. У немножко нас люди любят. я думаю, это даже хорошо, да. Потому что Подожди, я я с тобой отключу сейчас согласен отчасти. этот Как трейдер, экран. естественно, Сейчас я как это... трейдер, естественно, я только отчасти с тобой могу быть согласен, потому что Давай, всегда надо дайте не экран, да? исключать.
Ну да, ты если закончил, я не тороплю, я Давай, я просто... тебе, я тебе отдам экран. Давай, сейчас я подумаю, как это сделать, чтобы вы видели еще мою Смотрю, все мышку. ли идет, все в порядке. Да-да, все пошло. Видите, у меня что-то постоянно происходит. Это, наверное, в офисе, может быть, интернет свалился. Я же с офиса стримлю. Щас. А Да, и если тут ты... все, я сейчас тоже из офиса. Все, сейчас у каждого, где он находится, там и офис на самом деле. Да-да-да. Сейчас так. Не, ну Ноутбук с я с дома собой, вообще не Wi-Fi. могу стримить, потому что дома мне не дадут. Вот мой десктоп. Согласен, такая же тема. В этом мы с тобой, кстати, я думаю, в этом все трейдеры сойдутся, что из дома стримить и торговать, тем более вообще. Ну, не-не-не, Стримить Unreal. не все, а торговать тоже очень тяжело. В общем, да, смотри, видишь мой экран? Видите мой экран, Да-да-да, вижу. дорогие? Я Плюсов в вижу. чате вообще классно. Надеюсь, что лайков не меньше, чем плюсов насыпали. Вот. Ребят, В да, общем, мы подписывайтесь на поняли. Гриню, если вы еще на него не подписаны, только видите канал. Я думаю, что на Гриню подписаны все, скорее на меня не подписаны. Вот, я вот так покажу, но это имеется в виду Да, да, внизу. Ссылки, все ссылки внизу, а не дизлайк. Ну, как хотите, да. конечно. Короче, отбросим шутки, да, не смешные. Это паттерн тюльпан, на самом деле. Это уже не шутка, это паттерн тюльпан, э, потому что здесь, вот, короче говоря, по касаниям вот этих теней, вот такие экспоненциальные линии сопротивления и поддержки можно нарисовать. Это сейчас в меру юмористический жанр, но каждый может в нем услышать то, что должен. Короче говоря, это расширяющийся канал, ребята, по последним, опять же, как я говорю, понижающимся низам, повышающимся верхам, по-русски это очень сложно сказать, higher high, lower low, по-русски это невозможно сформулировать, увеличивающиеся максимумы и уменьшающиеся минимумы. Но это надо в 4 раза больше времени, чтобы это сказать. Но тем не менее, мы это сделали. Вот, и получается у нас вот такой рупор, мегафон. Вот, экспериментальный паттерн, сразу еще раз говорю, Гош, что ты думаешь? Расширяющийся канал, Классный, 100, 107. классный. Но это, по крайней мере, те вероятности, которые нельзя исключать. Это те же 74, про которые ты говоришь вниз, да, там, или 72 условно, тысячи. Да, вот этот У уровень. Ну, тебя, 70. ну, 7,6 я считаю, что так. Ну, вообще зона 76, там 78, 76 уже такие достаточно опасная история. Вот она, 74, 73, да, 70-е, да. вообще. 70-е и 105-е, вот на самом деле. 105-е, здесь даже не 107-е, но это вопрос времени. Вот такой расширяющийся сейчас диапазон у нас есть, и вот у него середина. Пестик этого цветка, или как это называется. Я с Подожди, а ботаниками... ну-ка приведи середину. 92, 90 тысяч, правильно? 90к, да, вот. 90 тысяч, Ну, ну примерно, все. я на него... Это его зона справедливой цены и главное Да, сопротивление. это растущий fair value. Вот такое у нас сейчас, мы реально имеем такую картину, ребята. Поэтому тут как бы можно это отрицать, можно с этим соглашаться. Это не предсказывает, куда пойдет цена в будущем, к сожалению. Но это мы видим хотя бы какие-то уровни начинаем. Что мы сейчас, в принципе, идем близко к fair value, даже чуть ниже ее на самом деле. Вот если мы вернемся на 87 куда-нибудь сейчас, то это будет fair value. А вот дальше надо будет смотреть от нее, отскочим мы вниз, пойдем дальше в коррекцию, или может мы вообще не дойдем до туда. Или пробьем наверх, потому что если мы пробьем сейчас наверх, fair value, и удержимся где-нибудь 86-87, то там уже, возможно, надо будет быть осторожнее с шортовыми раскладами. Я не знаю, в плане шортить бычий рынок даже на коррекциях всегда опаснее, чем даже лонговать медвежий, тоже даже на тех же коррекциях, потому что в долгую все равно быки, как правило, побеждают, ну, по крайней мере, на биткоине, на таком активе, как биткоин. Поэтому, да, здесь хочу не то чтобы поспорить с Гошей, но просто второй вариант озвучить, что, смотрите, так-то на недельном таймфрейме, в отличие от S&P, ну, я, кстати, не знаю, я не проверял, давайте посмотрим S&P, но биткоин удерживает прекрасно недельные мувинги свои, EMA Ribbon, сеточку. А можно невку поставить здесь? Грин, перебью тебя. Вот на MA Ribbon. Я давно Могу, что-то ее там не будет все смотрю. плохо. Там будет медвежка, да. Я-то, видишь, мы же натягиваем, видим то, Во, что хотим. Вот, во. тут Нет, конкретно. это как раз-таки то, о чем... Это, кстати, не разнится с нашим мнением. На недельке Да, он это все еще сохраняет бычью динамику, и до конца года потенциал сохраняется, а локально на дневке, в краткосроке, в среднесроке все еще говорит о том, что может закольнуть ниже. Вот и все. И да, такая, именно. кстати, Это получается, что мы находимся в аптренде на недельном, на месячном таймфреймах, но мы находимся в даунтренде на дневке, на четырехчасовике, да. Это не конфликтующие между собой понятия. Это мы, кстати, на стриме как-то у нас на Криптогоне торговали, Аксенсус, по-моему, у нас был тогда один в лонг, другой в шорт, и оба в плюсе. Ты знаешь, в разном плече, в м, разных... то есть у меня была точка входа в лонг отличная уже когда-то там, неделю назад. И я на коррекции стою все равно в плюсе. А Аксенсус шортил, шорт скальпел, тоже в плюсе.
Поэтому это не противоречивые параграфы, что называется. Сейчас можно спокойно хеджево скальпить в шорт, не забывая то, что мы в бычьем тренде. Сейчас вопрос глобальный, который всех волнует, не закончился ли бычий тренд, или не вот он уже прям рядом закончится. Все пишут про левосторонний цикл. По-моему, у тебя тут я читал сейчас в Да, чате сейчас, как ну, раз. мы сейчас пройдемся, ребят, накидайте вопросов, у кого, если они есть, Да, или мнение у поэтому кого есть. ведь часто задача как раз, если верить в какого-то манипулятора или просто в эти совпадения, ведь на рынке все равно совпадает, что людей ликвидируют в какие-то моменты рынка, то да, действительно, еще коррекция вниз напрашивается. Опять же, вот у меня тут 0,61 уровень по Фибоначчи, это 72 тысячи, опять же. Это если мы меряем от последнего вот этого прям лова. Ну, тут спорный момент. Можно... Дима Пифагор сказал бы, что надо мерить вот отсюда, скорее всего. Знаете почему? Потому что если вот тут фибу накинуть, то тут мы закрылись ниже 0,5 уровня. Это тоже, кстати, интересный момент. Кто смотрел наш видос «Индикатор» с Димой Пифагором. Кстати, самый популярный видос, по-моему, у меня на YouTube. Обзор Bybit и индикатор. Там 500 000 просмотров уже где-то или больше. А Короче, что это, Дима Пифагор его считает так. индикатор Ты слышишь? какой-то? Это просто фибка. Про фибу мы говорили. И М. он говорил, я говорю, как ты вычисляешь, откуда, где начало импульса? Вот смотри, Гош, вот здесь спорный момент. Где считать начало импульса? Вот здесь, как я, или вот здесь? Вот Дима Пифагор посчитал М. бы вот здесь начало импульса, потому что этот маленький импульс, он был сдут ниже, чем 0,5 уровень Я Фибы. Видишь, правее, он не импульс. поэтому, я просто на глаз бы правее посчитал, даже не А, поэтому. серьезно? Да, я просто на глаз бы, А я я бы, потянул с а я правой бы стороны. просто, ну вот, видишь, я сейчас Да, я бы перевел, отсюда вот так, тянул. так уровень как раз 74 тысячи, про который ты говоришь, и будет. Этот, просто если тянуть от низа, вот отсюда, я просто вначале вот так сделал. На старшем таймфрейме ты вот этого не увидишь. На А недельном, на может быть месячном нет. тут Давай я сейчас, ты пока рассказывай, я сейчас посмотрю, где у меня тут да. вообще. На месячном таймфрейме ты будешь тянуть, я тебе говорю, оттуда, слева, по-любому. А Дима Пифагор будет тянуть справа, но опять же, на месячном, скорее всего, он будет тянуть тоже слева. Но вот это был интересный момент, потому что Дима Пифагор хоть и тот еще тоже, конечно, шарлатан в хорошем смысле, по индикаторам, но на бесплатном. Я, к сожалению, с ним не знаком, еще мы не пересекались, но, пожалуйста, да. А какая там дата была? Можешь мне дату сейчас сказать, пожалуйста, я тебя перебью еще раз. А, Сентябрь, да? Я вот ищу сейчас. О, это августа. У меня их на дневке вообще нет. Подожди. Не-не-не, я имею в виду, я понял, я по бирже Bitstamp, у меня здесь по расширению канала, да, смотри, тут я не нашел, я просто все свои фибы поднял, которые... Сейчас, секунду, я тебе верну его обратно. Не знаю, видно его, не видно. Сейчас должны видеть мой экран. Видишь, у меня здесь канал сделан, вот в этой дате, где ты говоришь, что ты бы начал оттуда, а Пифагор отсюда. Это не там? Вот здесь? Вот это? Так я же тебе говорю, это расширение канала, вот, это он построен канал, видишь, разноцветный канал? Это канал. А, нет, не канал, подожди, стоп. Это расширяющийся по тренду FIBA. У меня здесь. Да, но на недельке. Но она построена на недельке, не на дневке. Вот, видишь? У меня здесь закончилось. А начало на недельке, конечно, отсюда. Потому что здесь была вот эта. Подожди, она не перевернутая. Нет, она вот перевернутая. Нет, она нормальная. У меня их здесь несколько. У меня здесь несколько.
Мгм. Так, все, отдаю тебе. Да, отдаю тебе обратно. Я просто пытался там найти. Чего не уверен? Вот со 2 сентября построена у меня здесь. Кстати, она уже, наверное, не актуальна. Их надо все переделать. Тут очень много их. Сейчас, на самом деле, я их делаю, забываю с ними возиться и делаю просто новые. Вот. И вот это уже актуально дневной, и по нему уже работаешь. Ну, смотришь. Так, давай я тебе обратно. Так, как мне обратно отвалиться отсюда? Сейчас. Все. Да, он у тебя должен быть уже все. Да, твой экран сейчас. Опять написано висите. Кто висит? Опять висим? Подожди. Секунду, секунду. Да нет. Но эти VPN, как их VPN сервисы, у меня даже дома на теле. Может VPN его подглючивает? Так, ребят, давайте я сейчас. Нет, я сейчас другой VPN сделаю, отрублю этот, который сейчас есть. Может быть, сейчас, секундочку. Вот они Все первый слышно, раз Грини нет, он висит на меня. картинке. А, Да, у да, тебя да. моя трансляция зависла. Нужно... Давай-ка оба выключим с трансляции. Все, сейчас ты Ты скажи свою что-нибудь. Все, ты сейчас тебя слышно. Говори. говорю. Здравствуйте, ребята. Да, да. Всем Ты привет. трансляцию не С нами закрыл? Покатишь. Ты Шутка. трансляцию не закрыл, она зависла. Сейчас должно слышно все быть. Ага, теперь я еще раз раздаю свою трансляцию. Да, да, да. Так, Понял что? фишку? Опа. Я не до Я конца VPN понял. сменил. О, сейчас ок. Спасибо, ребят. О, VPN. Это интеграция просто у Гоши платная. Ты сменил VPN, и его называется? И он Или еще не интеграция? называется. А, Он еще не интеграция. называется Ребята, рекламная Амнезия. по вопросам рекламы обращаться на почту. Какую? IndexRate, gmail.com или как? Да нет, я сразу дам кошелек. Зачем? А, ну все, да, Трон Да, сразу скидывайте. трон. Ладно, не финансовый секс. Кстати, Трон, может, Трон посмотрим? По биткоину, в общем, смотри, ты же знаешь, я пермобык. Кто меня знает на этом рынке, я всегда за лонг топлю. И, в принципе, в долгую, как можете видеть, угадываю. Уже на 500 иксов, или на сколько биткоин вырос уже скоро. 1000 иксов будем праздновать. Но вопрос, как говорится, что же вы, раз вы такой умный, что же вы такой бедный? Это вот про нас, про всех в целом, так или иначе, в тот или иной период времени, про трейдеров можно сказать. А я не завис сейчас, все нормально? Ну, пишет звук тупит, но я вижу, что ты идешь. Все нормально. По крайней мере, в этом Ага, ты да. идешь. Короче говоря, сейчас то время, когда трейдеры на самом-то деле в большинстве своем лосят. Это Олесио Растани называл это время, я не помню, как он его называл точно по-английски, но он его сравнивал с тем, когда в казино долго игроки сидят, играют, они просто статистически проигрывают, потому что, ну, время идет не в их сторону. House Edge, комиссия брокера, вот это все. Короче, сейчас трейдеры растрачивают прибыль, заработанную на росте, вот на предыдущем. На самом деле. Ну, кто-то, кому-то, кто умудряется шортить в плюс, там, респект. Все равно в какой-то момент же ловишь стопа, и не туда заходишь, рано там переворачиваешься и так далее. Поэтому я сейчас лично торгую небольшим объемом и все-таки в сторону альтов смотрю. Все-таки смотрю в сторону альтов. Вы, да, иногда плюсики ставьте в чат. Нет, нет, потому что я посматриваю, мне иногда кажется, что мы зависли, и я начинаю тупить. О, Гоша, ты повернул голову. Уже хорошо. Нет, У нет, меня я на просто. моем стриме И у вчера меня так ноутбук было. с правой стороны стоит, я смотрю на него еще периодически. Я и там, и там, и. Короче. Мгм. Ну, Я говорю, можно говорить, для короче. стримов нужен отдельный человек. Особенно с кем-то, когда делаешь, Да, я это уже да, понял. да, да, режиссер стрима должен быть. Короче, я в целом-то настроен на лонг, но не исключаю того, что ты говорил, что еще не закончена э, фаза коррекции. Да, хорошая, у нас была очень вкусная 30% скидка на биткоин. Но, извините меня, он и на 110 тысяч улетел тоже безоткатно, довольно-таки быстро. Мы Мгм. сейчас не берем, я сейчас специально стараюсь мыслить непредвзято или даже по медвежьи, потому что по бычьи я вам сейчас наговорю легко. У нас по М1 SL, я вам показывал на прошлом стриме, по-моему, да, у тебя тоже. Мы еще только-только пробили all-time high 2017 года. Ну, к печатному станку доллара США у нас 100 тысяч, это как Мгм. 20 тысяч, то есть нам еще лететь и лететь. Но мы сейчас стараемся мыслить непредвзято, особенно как трейдеры, которые набирают лонги там в десятом плече, там, ну, кто-то делает это, я же вижу в чатах и в комментариях.
Конечно же, надо мыслить, стараться непредвзято. Так вот, непредвзято тут все еще может быть вот такая фигня. Ну, то есть, грубо говоря, Корона Дам 2.0 никто не отменял. Так-то на секундочку, я не знаю, ну, Третья мировая история идет у нас с вами. Уже вот вокруг, везде. Поэтому могут еще рухнуть рынки, я не отрицаю. Если S&P сейчас польется, если Dow Jones польется, NASDAQ, и биток, конечно же, и альты тоже посыпятся, друзья. А вот золото, кстати, не факт. Золото, недвижка, там, продукты, товары, услуги какие-то будут расти. И вот биткоин с этой точки зрения все-таки надо помнить, что это товар. Биткоин это ценный товар. Он не оправдал себя как деньги, как изначально форма электронных наличных, как хотел и Сатоши Накамото, и, как мы понимаем, и Адам Бек, кстати, все эти первопроходцы. Вон Dash в итоге отличная форма для электронных наличных, тоже моя любимая криптовалюта. У нее ограниченная эмиссия, прекрасный блокчейн, delegated proof of stake, proof of work. Но мы же видим все. И по большому счету, что Dash, что биткоин плюс-минус одинаково прошли масс adoption как цифровая наличность. Никто их не использует. Все используют USDT в лучшем случае. Или свои банковские аккаунты. PayPal, вон, у которого сейчас комиссия. Знаешь, сколько в Аргентину PayPal у меня товарищ, саунд-продюсер, зарплату ему платит из России? 12%. Просто тупо перевод с аккаунта на аккаунт в PayPal страна в страну. Сразу прям, минус 12% спред. Вообще кошмар. Люди используют до сих пор вот эти финансовые институты. Ripple туда же, кстати. Сейчас у него низкие, да, комиссии. Но в целом мне не нравится вся эта движуха. Несмотря на курс Ripple, но я именно курс цены. Курс цены, конечно, мне нравится у Ripple. Поэтому да, я к тому... Так, что-то звук пропал. Я не знаю. Будем Грин. надеяться, что мы делаем это правильно. Что-то ты Я пропал? на секундочку пропал. Это уже не мой интернет, это уже твой. А может быть мой интернет, да. Я говорю, что не исключая возможность коррекции, продолжения, и да, там черного лебедя, так называемого, все равно уже набираем альткоины. Как минимум на споте, как минимум не продаем, что называется. Потому что ошибка будет у многими сделана такая же, как вот перед пампом любой монеты. Просто все продадут внизу. Поэтому да, я бы посмотрел еще биткоин-доминацию, может быть, какие-то монеты, потому что там есть что обсудить. Да, ну вот ты Трон сказал. Давай Трон посмотрим. Давай, Трон, ну я уже бы доминацию открыл, коротко по ней А, ну скажу. давай, давай, давай. Друзья, просто, кстати, как и Трон, так и доминация биткоина, что парадоксально, вдумайтесь, растут в аптренде, причем находятся в устойчивом аптренде, как та же самая S&P 500 обычно растет. То есть абсолютно устойчивый аптренд. Уже раз, два, третий год. Посмотрите сами, уже 3 года, ну ладно, кто-то скажет 2,5. 2 года доминация биткоина находится в аптренде, в абсолютно безоткатном ровном. Просто помните это в голове, что аптренды, да, они как бы продолжаются, тренд is your friend, но в какой-то момент этот восходящий клин по тому же учебнику теханализа пробивается вниз и целит дно этого клина, да, ну или хотя бы там какие-то, опять же, там опорные мощные уровни в стиле 0.61,8, 0.78,6. Короче, альтизон по-любому будет. Вопрос от каких значений, ждать ли еще сильной шпильки наверх. Вот. Ну и вообще, я лично за доминацией не то чтобы сильно много слежу, скорее наоборот, я смотрю графики альткоинов. И парадокс в том, что Трон вроде бы должен был бы падать, да, но он также рос, как и эта биткоин-доминация. Посмотрите, даже лучше рос. Хотя, чего не скажешь, если мы откроем график к биткоину, ну, да, но Трон рос все равно. Посмотрите, Трон к биткоину, начиная с 2021 года, то есть постковидное дно у него было, к биткоину, уже в 2021 году, через полгода после ковида, он нашел свое дно. С тех пор у него вот раз, два, три повышающиеся, ну там 4-5 мелкие, повышающиеся минимумы. И при этом он поджимается к одному и тому же уровню сопротивления в биткоинах. То есть Трон в биткоинах, в сатошах, все еще очень дешевый. Сколько он стоит сейчас, сатош? Получается 287 сатош. 300 сатош. Это уровень сопротивления по Трону. Вот он, 320 сатош примерно. 340, 320. Который он много лет не может пробить. Если вы посмотрите, еще вот с этой медвежки. И это очень важно смотреть альткоины к биткоину.
Если бы это был мой канал, я бы сейчас сказал, почему, и сказал бы, что на бирже Pionex можно торговать альткоины к биткоину. Мгм. Ты, кстати, не торгуешь на бирже Pionex, Гош? Не, у Я меня основная слышал, да? Я тебе рассказывал про нее, да. да. Это просто я больше не знаю, где на фьючерсах, больше нигде их не дают. Короче, просто важно смотреть, не углубляясь в то, где что торговать, а вообще биржа крутая, рекомендую тебе ознакомиться, я тебе потом подключу к ним, если ты еще не подключен. Короче, просто даже не обязательно торговать, надо просто понимать, куда идет график монеты к биткоину, чтобы понимать, в моменте лучше в ней находиться или в биткоине. Про это вам лучше меня расскажет Тон Вейс на следующем стриме, когда он придет обязательно к нам. Вот. Тон к биткоину, просто я вижу, ой, Трон, прошу прощения, Трон к биткоину, да как и Ripple, кстати, сейчас к биткоину, только-только выходит из медвежки. Ну, я вот То думаю, что есть, если при условии, что биткоин будет разгоняться, там надо сейчас посмотреть, если я не ошибаюсь, там должен сейчас немного подниматься рост TVL на троне, вообще все, что с ним связано. И до конца года, если эта тенденция сохранится, то мы увидим X2 от нынешних цен. 0,45, 0,50 там у него потенциал. к биткоину, да? Нет, вообще к А, к доллару. доллару. К доллару. Тогда, а теперь внимание, Гош, вот ты тоже, ты же видишь этот график к биткоину, там не важно, Мгм. какие цены, даже не смотри, 0,0000, это не важно. Просто, вот это к доллару опять. Просто вот смотри, к биткоину. Теперь внимание, если предположить, что, а он может все равно так сделать, он выбьется из этого треугольника к биткоину. Ну, скажем, даже консервативно на, там, я не знаю, ну, я бы, конечно, считал максимально вот так вот, ну, хотя бы там, да, вот на середину высоты этого треугольника даже, просто допустим, Ну, то, смотри, 0,6 это там, смотри, вот да, не это будет прогадаешь. памп, получается, с текущих, это будет памп к биткоину на всего-то на 111%. В принципе, да, это на те же 2 икса, что ты озвучил, да, на 0,4 к доллару, там на 0,5. 0,45, 0,50 у него. Потенциал до Только это конца года. будет происходить одномоментно. Биткоин в этот момент поднимется там на 5000 долларов, на 10, там, на 5%, на 10, а трон на 110. И получается, он сделает x2 и к доллару, и к биткоину. Но если он пойдет дальше, вот где могут начаться экспоненциальные иксы к доллару. Вообще сейчас и Tron, и Ripple, и все те монеты, альткоины, которые переписывают свои исторические хаи, даже и Solana с эфиром, хоть они вроде бы нам кажется сейчас, что далеки от них, все равно они в аптренде, в отличие от большинства монет. Те монеты, которые переписывают свои all-time high, они на самом деле сейчас рискуют, в хорошем смысле, медведи сейчас рискуют на них остаться, кто без стопов, медведи, Ну, рискуют Solana остаться сейчас без... хорошо корректанулась. Слушай, ну Solana с начала Да, года, понимаешь, она прям... короче, есть вариант, что все альткоины, друзья, просто пойдут выносить конкретно все, крышеснос, что называется, начнется. Уже забыли все, что такое бычий рынок, что такое экспонента, что трон может и на 0,4 улететь, а потом и на 1,4 улететь, например. Мантра Ом, вот недавно забыли, что ли, как ходил. Мантра Вот, Ом, я вообще считаю, что это, прошу прощения, я еще немного болею. Мы тут м, что-то по второму разу все, у нас какой-то вирус. Мантраом это вообще пример, во-первых, того, как может монета на крипторынке, а во-вторых, это, я лично считаю, что это опережающий сигнал для всего рынка. У меня, правда, большой вопрос, что будет сам Мантраом делать, если весь рынок сейчас вот так затузамунит. Мантраом тоже может еще пару-тройку иксов тогда выдать. Там куда-нибудь в топ-10 маркет кэпа. Но в целом, это монета, которая уже показала мульти-иксы, то есть там уже скоро 1000 иксов будет. Вон, 92 тысячи процентов, понимаешь? Это без стейкинга еще, если не считать. Ну, это такое в какой-то момент по-любому будет падать. Снова Грини начал нудить, рассказывать, что все соскамится, что отросло, мгм. и отрастет то, что упало. Но правда, здесь, с этой точки зрения, мы сейчас сидим в альтах с вами многих, которые где-то вот здесь, я полагаю. И надо это понимать. Если будет настоящий альтсезон, то многие продадут вот здесь. Вот в этой точке, вот в этой точке. И Да это не ошибка, представь. которую вообще Ты не все представляешь, допускают всегда. в период с 18 где-то года и по... Когда у нас там самые активные криптогоны были? 21 год, наверное, да? Сейчас скажу, когда был ковид. Это вот Двадцать первый, двадцать последние второй еще, торги, да. я помню, ICP 20. и Tezos, я ими торговал. Это, наверное, нет, я вот заболел, как раз в реанимацию улетел. Я прям оттуда, я даже помню, что я в палате умудрился на 700 баксов отторговать Тезосом. Вот это хорошо очень М. помню. И помню, Да, да, у меня и тоже. помню, как лосей на нем же резал потом. И на Я тоже ACP-шке из тоже. больницы Вот с тех торговал. пор, получается, больше, глобально переосмыслив рынок, больше к альтам я не подходил вообще. И сейчас вспоминаю тот Ну, период, и да. сейчас вот когда вижу, когда ребята в чате пишут, да когда же, да я уже устал усредняться, да когда же, да когда. А они все лежат, 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 лежат. Да, Больно, действительно, как конечно, больно. больно очень.
На И альтах я, еще ликвидности нету, когда торгуешь их большим объемом, на фьючах, на этом инверсе, там проскальзывание, у тебя все падает, да. обеспечение падает. Там больше ликвидации. Статистически на альтах тупо больше стопов, ну и ликвидации, соответственно, ловит тот, кто торгует на фьючах. Статистически реально проще торговать биткоином, ну там на крайняк эфиром каким-то соланой, ликвидным Ну инструментом. вот я говорю, альткоины дадут тем, кто там подходит к ним правильно, еще что-то там, какие-то моменты, да, изучает их по-другому немножко, да, чем просто альткоины, изучает проекты, мы знаем таких людей, да, они могут дать иксы достаточно серьезные, которые ты на биткоине можешь не получить. Но с точки зрения Да? внутреннего состояния спокойствия в торговле, они, конечно, ну, выматывают просто жестко. Если ты торгуешь постоянно ими, не так, что купил и сидишь, а именно когда торгуешь. Да. Ну, Вот просто мои выматывают. какие-то позиции. Я сразу говорю, дисклеймер, это не финансовый совет. Я не знаю, Гоша, у тебя вроде можно же показывать трейды. Я сейчас торгую, Все, у да, нас на пожалуйста. бирже XT идет турнир, кстати. Кто подписан к нам на канал, оттуда по ссылкам переходите, Мгм. вступайте к нам в команду. Там, кстати, вроде еще, если не закончилось, первые 100 человек на 200 USDT, 100 USDT еще на фьючерсы получают. Но это не самое главное. А главное то, что в конце будут призы по разблокировке объема. И мы сейчас торгуем много. Поэтому я тоже не засиживаюсь, где-то переворачиваюсь. Ну, точнее, в шорт не встаю, а разгружаю половину, там, часть, большую часть, потом перезахожу пониже. Но в основном мы сейчас видим, что лонг в целом отскок уже идет. Вот Сколько эти идет? двое суток была высокая волатильность. Было и вверх, и вниз, и вниз, и вверх. Сегодня, кстати, я опубликовал, сегодня случайно увидел, обычно я не вижу эти партнерские все чаты, где админы сидят. А сегодня админ скинул, я Ага. вот увидел случайно, сегодня с 4 вот апреля, кстати, начался какой-то вот забег на золотые, на PAX Gold USDT на Байбите. И там какая-то М. промо-акция идет с аирдропом для позиции на 1000 баксов. Я сегодня публиковал. Мне показалось это интересным, потому что я ПАКС никогда не торговал на бирже. Думаю, может, кому-то будет А интересно. Я там, ты сам знаешь, зашел пакс посмотреть. торговать на фьючах там надо у них или на споте это? А, можно зайти посмотреть. Нет, у них, по-моему, Там и там, и фьючи. там. Ты же понимаешь, что это золото, на нем и там спред будет такой дикий, что мама не горюй. Да-да-да. Потом оно в выходные стоит. В общем, на фьючах вообще мне не понравилось торговать золотом, потому что оно, во-первых, ходит не так резво, как тот же эфириум какой-нибудь иногда там или Я помню, биткоин. когда Ну, я тоже вот просто сейчас там. торговал полюс золотом и золотодобытчиками просто периодически на там либо на терминале на, на MetaTrader или как бы на Тинькофф терминале, ну, то есть на нормальном, нормальным золотом, не вот с крипто история связана, я имею в виду. Там было мне Даже понятно, а там здесь. спреды огромные. Но я Даже здесь, там здесь не огромные. рискую в эту историю. Да. Это скорее золото, это скорее такая инвест-история, хедж. Это типа, когда выйти надо в тезер, вот лучше на просадке выйди в золото, условно говоря, если оно, как Гоша сейчас говорит, уйдет ниже 3000, там постоит в какой-то Ну, момент. лучше, чем в тезер можно уйти в золото, да. Это есть вариант. Я еще не пробовал это делать, еще пока не рисковал. Но я знаю, что ребята торгуют, поэтому опубликовал сегодня эту Я, историю, чтобы я посмотреть. так сам пару раз, я так сам делал пару раз на не очень большую сумму, там на несколько тысяч долларов, но все равно идея хорошая. Когда ты на какой-то монете срубил, например, 10 иксов, такое бывает. Ну, там, Мгм. пока ты их начинаешь успеть выводить, там уже 7. Ну, короче, что-то ты успел сохранить, вот это хочешь сохранить, например, не в биткоине, да, например, биткоин улетел, например, на 120 тысяч, ты Мгм. думаешь, так, ну, надо часть продать. Вот продай часть в золото, да, это хороший совет, я так сам буду пробовать делать больше, я просто забываю, если честно. И в USDT я вообще очень редко выхожу. В USDT я выхожу только тогда, когда мне надо вывести в кэш, ну, на Мгм. жизнь. Ну, в случае, где мне нужно фиатными деньгами расплатиться. Хранить USDT я вообще никогда не храню USDT. Но не Не, финансовый я, совет, как не, я храню. ну, Я вот вышел, все зафиксировался хранят, я на понимаю. 95, я храню. Причем недавно был Не, я, прикол. короче, храню все в крипте, и из-за этого я готов, что у меня портфель иногда там на 50% Храню, но проседает. Ну, нервничаю, честно говоря. Я больше а, предпочитаю хранить в битке. Поэтому вот прям активно сижу и жду, когда же наконец-то я откупаться начну. Для меня это самое большое вот. удовольствие, когда все А ты лежит в не битке. в рынке, не в позиции Не сейчас, в Гош? позиции. Нет, Вообще? я сейчас на тестах своего терминала, мы же делаем терминал, я сейчас только там, поэтому здесь все в автоматизации. Я тебе потом USDT, расскажу. не в инверсном. Просто не в Нет, позиции в USDT. инверсном, ты уже, считай, в лонге без плеча просто. Нет, Понимаешь, в чем? я сейчас тебе просто покажу. Сейчас, подожди, мне надо. Давай экран пока уберу. Я, в принципе, пока вот все показал. Если будут еще вопросы, монеты, я с Сейчас я удовольствием сделаю так, чтобы ты гляну. никуда не пропадал. И Да, покажи покажу, пока свой экран. покажу, что делает. Звук, наверное, есть. Сейчас, подожди, проверю. Звук есть, ребят? В игре не должно быть звук, да? Скажи что-нибудь. Так, Да, ку-ку, есть звук. привет. Есть, но А картинка где почему-то. хранить PUBG? Картинка Под подушкой подвисла. подушки.
Картинка. Слушай, ты там, когда меняешь, видимо, какую-то историю, Все, понял, раздачу. почему картинка подвисла. Понял, понял. Да, я когда меняю, она же вот сюда выходит. Во, сейчас должно быть У все меня нормально. такое было. Я тоже первые стримы Все, тупил. все, Там все очень сложно в этой OBS, на самом деле, все, черт все, да. побери. Да, да, да. Мы сейчас тестируем свою историю, вот эту. Мы сейчас тестируем инструмент, да, терминал. Слушай, круто очень получается. Недавно мне Хамстер тоже одну идею дал. Он, правда, еще не знает, насколько он гениален. Я ему еще не сказал, правда. Мы после стрима просто с ним остались. Короче, я ему кидаю промпт, который я закидываю в нейросеть, для того, чтобы она выдала мне какой-то результат. А он мне кидает свой промпт. Я, значит, читаю его, а Мгм. потом он берет и задает вопрос, сравни промпты. Ну, то есть кидает и говорит, сравни. Промпт это как бы задача для нейросети. Тот Ну присылает, да, да. значит, говорит, у него больше новостная история, обзорная такая, у меня больше прям для вот фундаментально для торговли, и мне приходит мысль в голову. То есть мы же, создавая платформу для трейдеров, в принципе, сейчас я решил сделать таким образом. У каждого есть своя стратегия. Каждый понимает, что автоматизация все равно не будет работать на постоянной основе. Ее надо все время править. Мы ставим задачу ребятам сделать тестового бота. Вот он прямо сейчас торгует. Вот мы видим его вот здесь. Причем он сделал всего там 10 сделок и сейчас с положительным PNL за сутки. И у него фишка в том, что ты, где это вот, заходишь, и ты можешь ему этот промпт поправить при создании. Более того, ты можешь взять и нашим моделям сказать, сделай ко мне на основе вот этого и вот этого готовый промпт для себя, чтобы тебе было лучше всего и эффективнее всего положительно для меня торговать. Например, я люблю Эллиот, или я люблю треугольники там всякие, или я там люблю Офигеть. Вайков. Ну, подожди, это получается, она Да, сама себе пишет, сама себя она сама обучает, себе сама... пишет, она сама себе обучает, а ты даешь ей только задачу и логику. Ты ей говоришь Ну, роль, кто она, и ну, дальше ты говоришь ей, что ей нужно делать. ну Я вот еще скажите мне, не конец ли это света, понимаешь? не Не конец, это это света, все... это Это, офигенная история. Но прикинь, ты есть вот такое смотри, понятие, было такое понятие, как MIDI фидбэк, знаешь, MIDI loop, это в те еще в тут 80-е годы, 90-е, когда MIDI протокол, знаешь, для музыки его придумали, ну типа передача по цифре информации, Musical Instrument Digital Interface. Так вот, когда там он сам в себя, этот сигнал начинал попадать, там начиналось это, как вечный двигатель, короче, необратимая реакция, обратная связь, и все зависало и взрывалось. Не будет ли так же? Не взорвется ли мир из-за того, что искусственный интеллект сам себя будет очень круто обучать, обучать, ну, обучать, обучать, и мы не успеем за этим, и мы ему мы станем за не этим не нужны, и он успеем. Мы за этим не избавится от успеем. человечества. Мы за этим не успеем. Более Эти- того, ему сгрузили все, что уже человечество знало. То есть на сегодняшний Так. день А биткоин он не сопрет все, не расшифрует все ключи я думаю, шифрования. что нет. Нет, не Я получится. просто в этом, я честно скажу, я ни хрена не понимаю. Не И получится. Даже это очень риски, интересно. даже говорят риски о том, что создание квантового компьютера в полной мере может создать риски для биткоина, нет. В тот же момент появится технология, защищающая блокчейн от квантовых вычислений. В ту же Ну секунду. тогда отлично. Смысл в другом. Прикинь, у тебя здесь Ага. какая история. В какой-то момент времени я понял, что чтобы торговать в реальности, да, мне нужно бросить все. То есть бросить работу, бросить любую учебу, любые свои дела, бросить спорт. То есть тупо отрастить себе квадратный зад, поставить себе 3 монитора, вот, желательно, чтобы холодильник еще открывался под правую руку, и сидеть с утра до ночи, анализировать, анализировать, анализировать. Анализировать новостной фон, хотя он большей частью нафиг не нужен, но все равно, мало ли какая энтропия произойдет. Гош, чтобы в конце жизни, чтобы выйти в безубыток, наконец-то, и Чтобы сказать, выйти в фух, беззубый, да. я это Понимаешь, чтобы... сделал. То есть сидишь, Да-да-да, есть. изучать это с утра до ночи, потом, значит, пялиться в эти экраны. Вот уже очки приобрел, понимаешь? Может, возрастной, а может, приобрел. Вот в этом году купил только. Ну, вернее, в конце прошлого. То есть я уже косел, Я иду. уже просто окосел от этих мониторов, понимаешь? И все время меня интересовало, как же институциональные трейдеры автоматизируют свои процессы. Я стал пытаться найти концы туда, знакомиться с людьми, заходить во всякие управляющие активами, с ними общаться, с ребятами, кто что-то создает. И понял одну простую вещь. Любая автоматизация, которую они создают, они ее постоянно, на постоянной основе Делаю. контролируют. Безостановочно. То есть они, засовывая туда определенную стратегию свою, ну, например, они там закладывают метод Вайкофа, вот этот вот знаменитый с объемами и так далее, и начинают его контролировать. Понимаешь? А теперь Мгм. появился искусственный интеллект.
Что он способен сделать? Он способен получить данные по всем известным методам, абсолютно по всем, посмотреть все графики, то есть условно биткоин на часе, на 15 минутах, на 4 часах, на дне, на неделе, на месяце, и найти все возможные варианты закономерности, которые там простой человек будет искать, ну не знаю, сутки. Параллельно применить 200-300 индикаторов и посмотреть, что они показывают. Параллельно Ну, как в применить, шахматы да, обыграть параллельно мошенника. применить теорию вероятности, теорию относительности, теорию игр, энтропию, там не знаю, что угодно, хоть квантовую теорию, все вместе применить и выдать результат, исходя из всего этого. Прикол. Более того, если он даже не понимает, что он выдает, у него куча, вот смотри, у меня сейчас на экране, вот это модели, которые показывают тайминг, время. Они говорят, что будет происходить. Ну, скорее всего, будем пытаться сейчас чуть-чуть порасти, потом откатимся. Дальше ты заходишь вот сюда. Это вот здесь надо нажать. В обзор. Это только MVP в стадии разработки. Здесь он тебе сейчас подгрузит и скажет, что он по этому поводу думает локально, что происходит. А вот тот, А который сколько уже вы собираете данные, типа, времени? Примерно, ну, Они все время, собираются. Мы пока подбираем в смысле, модели. сколько уже идет этот Разработка? проект? Да. О, где-то с лета, наверное, началась. Точно. А, ну, то есть меньше года, Меньше года, да. получается. А, Потом подожди, что? не, у меня лето только что было. У вас лето когда? У вас сейчас что, Нет. зима закончилась? У нас сейчас А, только ну все равно весна. меньше года, да. Не, меньше У года, меня да. просто сейчас осень. Мы сделали за Все, меньше я года понял. огромное. То есть мы, во-первых, интегрировали весь инструментарий, который доступен для торговли. То есть есть стаканы, книги ордеров, естественно, возможность работы с разными биржами. По крайней мере, две уже здесь отлажены, которые мне нужны для опционов. Опционные сюда засунули уже. Засунули кучу всяких индей. Вот он сейчас думает, не знаю, найдет что-нибудь, не найдет. Вот. А дальше у тебя боты, да, еще есть. А здесь другой искусственный интеллект. Здесь генеративный, который получает временные ряды, получает кучу всяких данных, 200-500 индикаторов. Сам себя рассказывает, что ему нужно сделать в конечном итоге для того, чтобы торговать. Ты выстраиваешь ему логику, вот ему говоришь, дружище, ты будешь делать вот так. Начинаешь ему это описывать. Он это все превращает в нужный текст для открытия позиции, для закрытия позиции. А потом начинаешь тестировать, и он тебе выдает результаты. Вот один бот выдает вот такой результат PNL за несколько дней. Там второй бот, там какой-то, я не помню, вот это, по-моему, бот. Второй результат выдает. Там третий бот А в сейчас минус идет. выдают иногда? И в минус выдает, конечно. Конечно, Ну, выдает не так минус. много, да? Но как только, в чем смысл? То есть ты, когда торгуешь на рынке, ты вот используешь стратегию. Например, ты торгуешь там, я не знаю, из того, что вот я, например, могу торговать, там вторую свечу ты торгуешь, условно. Сейчас покажу, как Ну это да, работает. Ты торгуешь вторую да. свечу, там, я называю это вторая свеча хайканаш, торгуешь. Там 6 часов обычно эта свеча, ты торгуешь ее в Интересно, течение... кстати, покажи, если, Я, я, покажи, если. я покажу ее сейчас. Ну, сейчас договорю мысль. Да, Смысл. Ты да. торгуешь вторую свечу, вдруг она перестала работать у тебя, эта стратегия. В какой-то момент. Тебе нужно что-то еще. Ну, например, тебе Мгм. нужно смотреть на объем, или тебе нужно смотреть, я не знаю, на другой индикатор. Тебе нужно все-таки наконец-то вспомнить, что есть классические индикаторы, там RSI, MACD, стохастик, там еще что-то, не знаю, Боллинджер ты будешь смотреть. Просто те все, которые знаю, там в каждой книжке написано. Тебе нужно что-то еще для Ага. того, чтобы сделать тест. Что нужно сделать сейчас, если у тебя есть автоматизация? Мы сейчас это только внедряем. Тебе нужно нажать кнопочку, чтобы были бэк-тесты, и все. Ты куда делся? Исчез. Я слушаю тебя, я тут Да, просто. ты просто, у нас сейчас пока этого нет, это сейчас стоит в задаче, ты просто создал, вот здесь нажал «Создать бота», нажал, как он называется, выбрал опционы или классический, ой, куда делся, выбрал биржу, выбрал тикеры, написал ему роль, написал ему один промпт, написал ему второй промпт, либо сказал «Сам напиши», он сам себе написал. Ты его запустил, после этого нажал кнопку «Бэктест», он сформировал вот эту задачу на всем анализе данных, поступающих по API с биржи. И протестировал и сказал, слушай, вероятно 75%, что будет офигенно. Запусти-ка меня, пожалуйста. Ты ткнул и запустил его. Ты поставил ему полностью риск-менеджмент вручную, либо сказал, знаешь что, а давай ты риск-менеджмент сам А, поставь. то есть ты рукой его запускаешь, Я типа могу ему точку входа. сказать, смотри, у меня баланс 100 тысяч, например. Я ему говорю, а ты торгуй, пожалуйста, только на 40 тысяч. Дальше, сейчас ребята еще это делают. Дальше у меня будет следующая строка, в которой будет написано, а теперь используй только 3% от депозита. Он возьмет из общего баланса А, биржи 40 тысяч, оттуда будет торговать на 3. Я ему могу поставить диапазон плечей. То есть я ему могу сказать, вот смотри, кредитное плечо. это то, что человек, Гоша, это то, что человек всегда нарушает в своей Вот системе. в этом Чтобы проблема. человек Почему я в это делал- заморочился? У Да. тебя всегда... Мне недавно Это как парень вот я пишет. вчера, Я, говорит, ушел с показывал компьютера и взял и Сергею, у него выключил. тоже боты.
Извини, у него на фонде такие боты. Я Да, вчера на конечно, стриме говорю, вот нужен человек, который нам сделает конечно. на крипте таких ботов, которые от вас же будут не увеличивать риск по мартингейлу, а уменьшать с каждым стопом. Так это вы с криптохамстером, походу, и должны Так сделать мы боты. вот это сделаем, и тебя сделаем еще амбассадором, подожди. Круто, все, друзья, скоро у нас будет бот, который Тут, не так, тут перестанет давать нам сливать. Наконец-то! Тут такая фигня Наконец-то вообще я стану происходит, что я сам обалдел от того, что я, видишь, ошибка, видимо, ребята работают сейчас. биллионером. Наконец-то, мама, я стану биллионером. Ребята еще Будем работают, надеяться. поэтому не до конца все еще в этой истории. Бот пашет, да, бот пашет. Бот пашет, Круто, слушай, я сейчас понял какие-то новые держит. вещи, ты даже мне сейчас открыл. Слушай, это Круто, пришло со временем. замечательно. Мы начали это делать в 22 году, сделали бот. Что мы сделали в 22 году? Мы взяли сайфер, допилили к сайферу кучу всего, что можно, засунули в бота и сказали, теперь торгуй. Открывай и закрывай. Он начал торговать. И пока был рынок боковой, на удивление, он торговал в профит. Как только рынок изменился, он перестал торговать в профит. Я сначала не понял, почему. Ага. Вроде бы сигналы все появляются за счет пересечения кривых вот этих всех, ну как в индикаторе, стандартно, там средние скользящие всякие, кучу всяких математических расчетов, но на кривых построенных. Почему перестал А как, работать? как только рынок изменился в какую сторону? А я не помню, что там происходило, рост или падение, я уже сейчас не А, помню. неважно, да? Ну там Да. 20 какой это, 22 год, что там было? Вышел из боковика, короче, Да, как просто, да, только неважно. он, или наоборот, он рос, ушел в боковик. Ну, короче, изменилась тенденция, что-то изменилось на рынке. Все, он моментально, короче, сдохся. Я стал узнавать у ребят там через там знакомых, выходить на БКС, выходить на Финам, задавать вопросы, кто у вас занимается автоматизацией. Потом понял, что автоматизацией во всех институционалах занимаются финансовые инженеры. Это чуваки, которые шарят в финансовых рынках, шарят в биржах и шарят в программировании. Стал с ними общаться. Они говорят, конечно. А он тебе говорит, так не будет. А тогда еще только-только зарождался искусственный интеллект. Его не было так, чтобы ты мог, вон там, картинки делать. Я себе 2 презентации сделал через искусственный интеллект. Ролики все могу сделать, какие мне нужно через искусственный. Что угодно, музыку написать. А раньше этого Это не было было. еще во времена, когда он говорил только «я робот, Да, я этого не было. И робот». плюс у партнера не было стека знаний, да, таких по этой части. И мы, естественно, ничего не поняли, что надо делать. Я говорю, ну у нас сейчас нет таких возможностей, там инженеров набрать, там целую кучу, как у института, ну, как, условно, как у Финама. Они могут себе это позволить, да, даже на нашем уровне. А представляешь, что могут делать, там, я не знаю, BlackRock. Ну, там целые Мгм. команды сидят. И с того момента, как вот я недавно с кем, где мы говорили, я уже не помню, в 2001 году, когда доткомы посыпались, там же история была какая? Там же были первые программные боты. Первые компьютеры были подключены к бирже. И когда рынок стал сливаться, когда пузырь лопнул, они подхватили этот слив и создали просто паник сейл. И с того момента стали Мгм. вводить, да, стали Да. вводить регуляцию для того, чтобы этого не происходило. Стали Да, регулировать. тогда на фондовом рынке было как на крипто, как на Полониксе в 2017. Да, вот Да, и это. стали вводить регуляцию. И после того, как регуляцию ввели, стала развиваться история с автоматизацией. И сейчас фактически все, что вы видите на рынке, абсолютно все, особенно около уровня, вот эти вертолеты, разматывание около ключевых зон сопротивления, это все высокочастотный алгоритмический трейдинг. Соответственно, Точно, high вручную, frequency trading. вручную становится все сложнее и сложнее и сложнее и сложнее. И плюс тебе мешает психология. Этот кнопку нажал, пока у него бэктесты показывают больше 80% профита, он эту кнопку держит. Да. И ничего больше не делает. Сто Если процентов, 100% с тобой соглашусь, потому что в 2017 году наливай да пей, что называется, можно было торговать в лонг только не раздумывая, в любую монету, а сейчас совсем другое, сейчас тебе надо жонглировать так этими трейдами и биржами, чтобы хоть какой-то профит с этого Да, урвать. вот недавно Все парень пишет, говорит, меняется. только, говорит, отошел, только, говорит, и причем я говорю, слушай, это 100 миллион раз у меня было, я не стал просто дальше тему развивать в чате. Только, говорит, отошел, ведра слетели. Ну, типа, убрал М. ведра, ушел. Там, а вот так хотел, вот у меня сейчас фома, так, я говорю, да это постоянная история. То есть это у всех постоянная история. Ты либо не купил, либо не продал, либо снял зачем-то перед самым носом. Это потому что ты половина не понимаешь, что происходит. Ну, вот Именно. реально. Ты не можешь такой объем информации просто постичь. Ну, представь себе, там на скорости света так, за несколько минут вся информация, которую только можно представить, сливается Нет, ну в одно место. это нельзя даже представить человеческим мозгом. Да я вообще Слушайте, смотрю и просто возможно, поражаюсь. можно, но в какие-то, знаешь, такие моменты а-ля вот сакральные вот эти вот самадхи, там, ну какие-то, не знаю, там какой-нибудь психоделический этот аюхуаскичный трип, когда ты сливаешься со всем миром на секунду. Но и то в таком состоянии. Но вообще трейдинг это, кстати, интуитивная история. Здесь как раз надо меньше думать. Если мы говорим про такой вот сакральный трейдинг, Безмеев это называет интуитивный трейдинг. Самый высокодоходный, но самый, как сказать, не прогнозируем, не, ну, не,
самый сложный навык нарабатываем. Там есть трейдинг прагматичный какой-то, там самый такой минимальный, там забор процента. Но вот этот интуитивный трейдинг, он уже несет типа высокую доходность. Слушай, С ну ним вот очень сложно. я сейчас читал вот маги рынка еще там в процессе чтения. Прямо у первого он берет интервью одного из самых известных, ну неизвестных в общем масса, но известных в этой среде на Уолл-стрит известных трейдеров. И говорит, какой у тебя, говорит, секрет? Он в определенный момент рассказывает, мой, говорит, самый главный секрет, я перестал, то есть я максимально усложнил риск-менеджмент. То есть вот максимально М, возможно. То есть начиная от того, что никаких сделок в выходные дни, ну речь о фонде, понятно, там в выходные дни не было торгов, да, речь о Нью-Йоркской бирже. Но так или иначе, вот мгм. там, значит, не торгую никогда, соответственно, не открываю позиции в пятницу. Значит, у меня там, там о кредитных плечах вообще речи нет. То есть там либо минимальная какая-то маржа закладывается, вот, либо спотовая торговля с максимально близким риск-менеджментом с точки зрения там стоп-лоссов и тейк-профитов. Понимаешь, Что-то то есть зависло у меня. А, это сейчас время опять зависал. Сейчас слышно. Сейчас нормально. слышно, да? Да. Да, да. Это мой интернет. Сейчас А, нормально. нормально сейчас, да? Ага. Вот. Значит, это. И вот он рассказывает, вот как только, говорит, я с риск-менеджментом разобрался для себя, год от года у меня стал, ну, то есть они годами мерят, да, то есть их профит меряется годами. Год от года у меня был хороший год или плохой год, вот этот год был, эти года были хорошие с этого момента. Ну, к тому, что, кстати, как-то даже один раз у меня такой спор был там в одном чате, что является приоритетом и целью. Деньги являются целью или сохранение, как в бизнесе, знаешь, что цель? Деньги или сохранение бизнеса, его развитие. Но большая часть людей скажут сохранение бизнеса, и я их поддержу. И также и Ну да. здесь. То есть сохранение депозита стало ключевым, и вот эти товарищи стали наиболее успешными. Ты говоришь, как в бизнесе, деньги или сохранение, я подумал, скажешь сейчас сохранение жизни. И многие ответили бы в 90-е деньги, деньги важнее. Ага. Ну ладно, Но сохранение ценностей, те, кто так ответили, сейчас на да. Ваганьковском. Их много там. Да-да-да. Памятники, Правильно, там просто целые памятники стоят, знаешь, таким товарищам. Приезжаешь, и там склепы. тут тоже у нас вон Риколетто называется, только район, кладбище. Тут, кстати, очень красивые кладбища в Буэнос-Айресе. Они такие, знаешь, все как памятники архитектуры из камня. Слушай, у меня родители познакомились с одним аргентинцем, у него какие-то виноградники там где-то, что-то, ну такой дядька интересно. Они отдыхали на Сейшелах, по-моему, что ли. И как только вот начались всякие там эти события, он уже, я не знаю, не первый раз. Он пишет, прям зовет, приезжайте сюда, мигрируйте, у вас есть дом, жизнь, мы здесь все, у нас здесь хорошо, Да, безопасно, присоединяюсь. приезжайте. Присоединяюсь к Ну, его уже родители им в подписке. 75 лет, куда они поедут. Сам Ну факт, да, да. что он зовет все время, говорит, так хорошо, говорит, приезжайте, будете, говорит, здесь жить. Присоединяюсь. Всем Вива Аргентина просто. Может, по чату Слушайте, ну посмотрим? Там давайте ребята вернемся. что-то писали. Или ты хочешь что-то показать еще? А я показываю уже, мне кажется. Нет, скажите, Ты да, видят показываешь всем. экран, ты показываешь экран, да. Я показываю ТРДР. Я хочу вернуться к локальной истории, потому что все-таки напишите, кстати, в чате, кто нас смотрит. Мы говорим сейчас с Гошей более глобальные какие-то вещи. Но кто трейдит, картина сейчас. Смотрите, ну, кстати говоря, здесь я вижу здесь все-таки сейчас бычий момент. Даже внутри, опять же, коррекция вниз я не отрицаю, но она может быть чуть позже. Смотрите, здесь некий на часовом таймфрейме, ну, не идеально, конечно, но подобие паттерна голова и плечи отрисовывается. И здесь и это плечо, и вот голова, допустим, и второе плечо. И тут, и тут, и тут нас на часе откупают по ТРДРу. Это для твоих зрителей, кто, может, не знает, скажу, это он-чейн скринер. Он показывает по типу как Candle Wave, кстати, Но у меня он есть, узловой тоже. я смотрю его периодически, да, А, ты интересно. смотришь его, да, Ну, я я у вот тебя его серьезно. увидел, там ребята ж какие-то создали А, вот его. короче, он крутейший. Он, по крайней мере, визуально, он мне пока нравится вот больше всего. Он показывает на графике скопление плотных ордеров на споте. Вот мы их видим и в стаканах тут. Ну, правда, он в Обязательно. стаканах... Кстати, перебью тебя на Да, секунду. Вот эта вот история, которую мы конечно. делаем, любые, как бы, скажем так, одна из основ промпта, которую я туда закладывал, это обязательно отслеживание, помимо книги ордеров, ленты ордеров, также отслеживание зон интереса по Smart Money и книги ордеров. И вот они здесь по ходу реализовали то же самое. Они от книги ордеров отталкиваются скопления. Только один вопрос. Вот Хамстер его правильно задал, Кирилл. Он говорит, а как от спуфинга, говорит, отойти? Ну, как решить эту проблему? А никак от А спуфинга он и не мне, отойти. я вот очень хочу его обратно поймать в Японии или А где-то. он, Он говорит, да, есть он идея. знает как, да? Есть, говорит, идея у него, А, да.
Так, это для следующего стрима. Давай так, ребят, ставьте лайк, кто хочет, чтобы в следующем стриме с хамстером мы узнали ответили на этот вопрос. Потому Да, что есть реально что-то никак. Смотри, интересное. вот иногда, вот, пожалуйста, спуфинг, смотрим примеры. Вот, пожалуйста, спуфинг. Вот ставили стенку. Но все равно, смотри, даже когда движение пошло ниже, в моменте всегда этот сигнал дает как минимум флэт. Это не сигнал на лонг или на шорт. Это сигналы о том, что есть плотные стенки. И, как правило, сразу их не пробивают. Либо идем сразу в откат, либо стоим долго, не можем пробить. Опять хоп, стоим, не можем пробить. И опять уже хоп, вот третье, как говорится, 3 раза, если выпало уже вам, э, Zero, то все, уже четвертый раз на него ставить не нужно. Вот и здесь также. Чем больше раз сигналит, тем вернее работает. Естественно, как и любой другой индикатор, оно вот иногда рано, тем более на младших таймфреймах, начинает сигналить. Но на старших у нас сейчас, кстати, очень интересная картина здесь по биткоину. Опять же, это индикатор, мы его настраиваем вручную, подкручиваем значение. Вот, например, у меня сейчас подкручено сильно значение. 77, 77, 77. Вот он у нас на 3 часах, например, покупка закрепилась. На 2 часах мы смотрим, и продажа, и покупка закрепились. На 3, еще раз говорю, покупка. На 4 часах продажа закрепилась. Я не знаю, честно говоря, почему это и с чем это связано. Надо Джо Саза к нам позвать или еще других ребят с ТРДР, Саз просто использует ТРДР. Надо прям чуваков из комьюнити ТРДР позвать и их спросить, потому что иногда на 6-часовом вот снизу закрепился этот сигнал, на там 8-часовом сверху. Вот вам конфликт таймфреймов, конфликт интересов, конфликт таймфреймов. По большому счету это нам говорит о том, что да, и там есть, вот на 12-часовом вообще нет никого пока. И там есть интерес. Продают биткоин по 89 и покупают по 81 тысячи. Так что на самом деле у нас просто пока еще есть вот такой вот канал по последним локальным пикам и А желтый это, по-моему, ты там настраиваешь, какие скопления ты хотел бы видеть, да? На сигнал. экстремумы, да, я там ставлю только 20-е, вот, можно убрать вот этот, и будет только желтые. Я ставлю все 20-ки, показывать желтым. Можно настроить, чтобы сверху он красным, там снизу зеленым, Обучалка каким-то. какая-то есть на русском языке? Вот ребят, кто сейчас смотрит, может кому-то интересно У полазить меня там. есть на CryptoCommons есть стрим, он называется «Настройка ТРДР». Как настроить ТРДР, Order Book Overlay. Это не видео, это был стрим года 2 назад, но я там час подробно все вот это рассказываю, показываю конкретно, как настроить вот это то же самое. Только там было, по-моему, 70-70 на медвежьем рынке, вот здесь. И он больше сигналил, смотри, кстати. Ну это спот, правильно у тебя сейчас биткоин? Вон видно, написано Я спот. смотрю только спот, потому что ты же понимаешь, почему, я надеюсь, и зрители тоже дорогие. Двигают ценой только спот, ребята, заявки. Но не лимитные, которые мы тут смотрим, а рыночные. А смотрим мы лимитные для того, чтобы понимать, где плотности, где скопления, где стенки, которые, да, бывает, сносят биржа, спуфинг, убирает, и их пробивает, но в основном они все равно цену держат, как ни крути. Поэтому мы их и смотрим. А цены двигают как раз не лимитный, а рыночный покупатель или продавец, который не хочет ждать и говорит, Мгм. продать мне 10 тысяч биткоинов по любой цене. И биткоин сейчас, если так сделать, рухнет, Гош, ты там, наверное, считал на сколько? 1060, я думаю, если не ниже. Если сейчас 10 тысяч битков кто-нибудь влупит по рынку, там какая, мне кажется, 100 тысяч битков точно, если сейчас кто-нибудь продаст, там ликвидность торговая вся, сколько, 2 миллиона А биткоинов это только примерно. сейлор может продать, больше никто не И то продаст. ее изымают, да, из обращения BlackRock и так далее, сейлоры. Поэтому нет там никакой ликвидности. Там даже 1000 битков сейчас, если мы с вами придем на Binance или на Bybit продавать по рынку, мы ушатаем цену еще процентов на 20-30. Поэтому, друзья, не продавайте битки. И тем более альты, которые на лоях. Вот. Ну что еще? Есть у нас какие-нибудь? Вопросы можем Аргентина. поотвечать у ребят. Тут А, прям с самого начала можно пройтись, там, чтобы никого не а я вот с забыть. конца, наоборот, вижу. Я могу в конце сразу Хочешь ответить. кончай? Ну давай. Аргентина и безопасность как-то не очень сочетается, пишет человек. И я ему хочу сказать, продолжайте так думать, пожалуйста. Я вас очень прошу, продолжайте так думать. Ну, Продолжайте у всех шортить ассоциаций биткоин. Латинской Америки, когда мимо проезжают чуваки на байке, отнимают у тебя сумку и смартфон. Да, продолжайте так думать. Нет, такое может быть, Такое естественно, может быть. везде. Такое может быть, я вам Не скажу, и в везде. вашей Сейчас знаешь стране. где? Сейчас знаешь, где не может быть это из Латинской Америки? В И везде Сальвадоре. камеры. Не, в А, Сальвадоре. ну, Потому что он всех в пересажал. Сальвадоре пересажал, да, и биткоин. У всех сатоши на балансах. Все не теряют на инфляции, а зарабатывают на падении доллара теперь. Да, он Вот. всех Короче, пересажал. да, на самом деле, ребят, в Аргентине уже все не так, как в нулевые. Ну, в плане возможностей еще так, как в нулевые, кстати, и в Европе, и в России. А вот Мгм. в плане
безопасности. Еще, может быть, не так, ну, хотя, знаешь, сейчас посмотрите, и в Штатах, и везде, сейчас, знаете, это уже тема для, я думаю, не для Да, не криптострима. для криптострима. Сейчас с Для... безопасностью во время такой ситуации, что сейчас Трамп там творит, и не только он. Ну нет, Безопасность не слово такое, везде, да. не везде. Какой, говорит, мне безопасное плечо взять, какой стоп взять? Я, говорит, трейдю на фьючах. Как мне безопасный трейд взять в 10 плече? Куда стоп поставить? Никуда, А. ребят, извините. Безопасного трейда в 10 плече не бывает. Надо это Кирилла на понимать. стриме не хватает, да. Кирилла я не стал сегодня мучить, и надо понимать, у него разница во времени. Да, в середина у нас Дело, получается. да. Не, можем Эвансу кинуть, но он куда-то... Не, Но не смотри, у надо. тебя, у тебя же 12 часов с нами, да? Или У 9? меня, да, у меня 15 сейчас. У меня Как 15 15? дня. Ну, Не, у вот тебя... так. Нет, разница во времени сколько это получается? 9? 6 часов с Москвой. 6 часов с Москвы, 12 часов с А у Японией. Кирилла, по-моему, У 5 него в часов с другую Москвы. сторону. У нас с ним 5? 12 часов. 6 Да, тоже да, разница. разница. Поэтому 12 часов. нам троим очень проблемно собираться, но мы можем Да, у попробовать это Кирилла сделать. сейчас 3 часа ночи. И у Тона Вейса сейчас 3 часа ночи. Он в Тону я Таиланде. написал, он меня, короче, я ему искренне позавидовал. Он говорит, я путешествую по Таиланду. То, что я могу Да, делать всегда, в любое время дня и ночи, я ему позавидовал. Говорю, ладно, в другой раз. да, да. Так, кто еще что, ребят, писали? Единственное, надо в будущем упростить интерфейс на сайте, чтобы была одна зеленая кнопка, кнопка бабло. Не получится, в том-то и дело. Надо будет постоянно работать с алгоритмом, постоянно с ним работать. То есть ты как трейдер должен с ним работать. Но одно дело, ты руками работаешь и пытаешься 2 часа что-то там изучать, рисовать. А другое дело, ты говоришь, слушай, я торгую сегодня стратегию Smart Money, пожалуйста, по стратегии Smart Money с уменьшенным риском выдай мне, пожалуйста, как бы тебе было бы классно по ней работать. Он тебе выдал текстовую информацию, ты вставил в купить, в продать, эти пром, ты запустил бэк-тесты. Получил больше 80%, подключил API, нажал кнопку бабло. Как только видишь, что ситуация Но все поменялась, равно. да, и риск-менеджмент он выдает. Смотри, у нас даже по умолчанию от 1 до 5 плеча стоит. То есть Важно никаких, понимать. Важно никаких этих понимать, ребят, ключей что все нет. равно, когда кнопка бабло в какой-то момент появляется, в алгоритмах, в трендах, даже в трейдеры ловят волну. Но дальше, как только если мы с Гошей еще выйдем в эфир и скажем, о, смотрите, кнопка бабло по нашей подписке или там бесплатно, Нету даже вот такой вам кнопки. сигнал. Все налипнут, как мухи, сами знаете, на что. И будет не кнопка бабло, а будет Да кнопка нет, такого нету, дно. придется поработать, просто нужно использовать современные тенденции для того, чтобы упростить себе эту работу. И нет, можно, конечно, можно и на осле ехать из Бутова в Чертаново, конечно, можно. А можно проехать на метро несколько остановок. То есть, как бы, каждому Да, свое, да? А может да. самокат взять, понимаешь, в приложении, и даже и так будет проще. Стопудово. Да. Альтсизен Witness пишет, большие переводы битков на бирже, исторически после этого был рост. Кстати, хорошее М. наблюдение. Альтсизен Witness, это у него канал тоже, он только запустил свой канал в YouTube и приходил к нам на Криптогон недавно. Это Вот. кто? Я его не знаю. Это дантист. Это наш подписчик, дантист. Он завел в телеге канал и в YouTube. Так А, что, пользуясь случаем, вот пушим его канал. И там у него буквально подписчиков может 100 или даже меньше. Короче, кому интересно видео, ничего страшного, но позовем, если интересно говорит, пушим, да. позовем. Зовем на Криптогон, да. Гош, я тоже советую вам, может быть, коллабу Позовем. сделать потом. Я не знаю, На потому что надо у тебя Криптогоне. собраться, познакомиться и, пожалуйста. А, Альтизен Witness, привет тебе, бро. Большие переводы битков на бирже исторически после этого был рост, говорит. Но мы сейчас метрику искать не будем, поверим на слово. Так, давай сверху А, посмотрю. Что там? Привет. Гоша, привет. Как ты смотришь на то, что в левостороннем цикле четвертом падать будем сильно по битку? Цели тогда могут быть от 9 до 3000. Никак я на такие цифры вообще не смотрю. От 9 Можно до я 3000. отвечу на такой вопрос за Гошу? Можно М. я отвечу за Гошу? Ребята, это все имело бы смысл. Нет, мое мнение может не совпадать с мнением Гоши, это важно понимать сейчас, дисклеймер. Но это все имело бы смысл, то, что вы говорите, если бы за последние 5 лет не было напечатано беспрецедентными масштабами 80% всех существующих в мире долларов было напечатано за последние 5 лет, ребята. Поэтому учитывайте это. Раньше то, что все падало в медвежке сильно, тот же там рецессия 100 лет назад, все любят вспоминать, там доллар был подкреплен золотом, и как бы флет это был флет. А сейчас надо понимать, что график нужно переворачивать под 45 градусов. Сейчас флет это уже считайте дам. То есть даже если, грубо говоря, будет жесткая коррекция, мы такую фразу придумали, мы сейчас будем делать видео вирусное, кликбейтное.
биткоин упадет на 250 тысяч долларов. Понимаешь, Гоша, да, в Мгм. чем смысл? Нет, Биткоин упадет на теоретически 250 тысяч может долларов, произойти все, что угодно. Никто не думал, что потому мы что, будем, как в фильме ужасов, сидеть в пандемию дома, как в этих, да, в кино, как в exactly. кино про всякие там постапокалиптические периоды. Никто об этом не думал, а это произошло. Теоретически Может быть может все, что быть. угодно. Можем упасть, Но да, и на мы же 1000 говорим о долларов, надо понимать. вероятности, и Да, сегодня, можем упасть, да, сегодня биткоин такой может вероятности упасть и на мало. 1000 долларов. Надо понимать, да, но есть всегда такая вероятность. Но просто учитывайте тот фактор, что доллары печатаются сейчас очень быстро и по экспоненте, и другие фиатные валюты тем более. Вон, посмотрите на Рынок всегда аргентинский работает песо. по одному и тому же стандартному принципу. Идет всегда переток с одного интереса в другой, всегда идет переток между активами и зонами этого самого интереса. Очень много сейчас пооткрывалось всяких ETF-ов, их вообще, ну просто колоссально. ETF на то, на пятое, на фонде открывают кучу всяких ETF-ов. Почему? Потому что отдельно взятые активы, ну как бы и с ними становится все сложнее и сложнее для классического инвестора, который покупает позиционно на несколько месяцев-год, да, условно. Ему не хочется покупать и тупо, знаете, как вы, давайте я все поставлю на красное. Или вообще все поставлю на 13. И буду сидеть на Да. 13 ждать. Но лучше на 13 все поставить, или вроде бы раскидать и так, чтобы там всего осталось 2-3 ячейки. Да? Может, меньше заработаешь, но если заработаешь, то хотя бы что-то. Или не потеряешь, или хотя бы возьмешь инфляционные свои потери, перекроешь. Это уже хорошо к капиталу, ну условно. Поэтому сейчас говорить о том, что мы Exactly. уйдем на 9, нет, потому что институционалы теперь Нет, будут нет и нет, да. использовать, они будут использовать теперь биткоин в качестве одной из достаточно высокорисковых, да, высокотехнологичных, низколиквидных, по мнению фондового рынка, но все-таки как один из инструментов для того, чтобы туда что-то перетащить и где-то как-то фиксануться. Рухнем. Рухнем на 200, я вам говорю. И эти 200 это и будут 9, про которые вы все Сейчас говорите. будет Когда 200, доллар кто-то говорит миллион будет, может быть миллион будет через 3 года, будет, но но не когда верю будет пока. миллион, миллион, это будут те же 100 тысяч. Я вам говорю, доллар сейчас... Вообще готовьтесь, ребята, к тому, что инфляция будет стремительная. Я вот, честно говоря, у меня нет утешительных прогнозов на вот Слушай, этот счет. я просто С смотрю учетом по того, как расходам семьи. печатают бабки. Я смотрю по Да, расходам семьи. в 5 раз скоро все Я вырастет. просто офигеваю от того, что происходит. Уже в 2-3 И раза вроде может ничего не вырасти. купил, и как бы там траты Уже в два-три иксанули раза во всех, плюс-минус во просто. всех странах. Подписчики, напишите, если мы не... Мы А, извиняемся, знаешь кстати, где? я извиняюсь. Кстати, знаешь, где не У нас иксанули? задержка несколько секунд, поэтому мы друг друга все время перебиваем. У нас Аргентина, А, Москва, сейчас мост. знаешь, где не Да. увидел инфляции? Кстати, вот там, где Где? гуляет Тонвейс. Как было в 2020 году, так и в Там 2025. Таиланд? Да. Да. Удивительно. Я не знаю, что они там помимо каучука и бананов еще продают. Ну, вроде каучук, рис, бананы, да? Ну, туризм у них там где-то. Массаж. Массаж Массаж продают. продают. Но у них как был бат 33, так бат 33 есть. Как они это сделали, не знаю. Но Бат, надо бат ты разобраться. имеешь в виду К пивко? доллару. К доллару. Не, пивко не ходит. Бат. Я думал, или эту биологическую активную добавку, я уже Не-не-не, хотел бат у спросить. них это их денежка. Так, ладно. Бат это еще так называют соцветие одного Ага. растения. Ну ладно. Так, Так. если бы Вот мы хотели бы уже смотрим, давно кстати, упали, так. биткоин к турецкой лире у нас график открыт. Раз уж он открыт, я думаю, надо прокомментировать просто. Да тут даже комментарий, по-моему, излишний. Вот, так, сейчас мне звонят в стрим. Ага, вижу, Извиняюсь. вижу. Биткоин к турецкой лире это как раз то, что нам показывает, в принципе, то, как биткоин будет выглядеть к любой фиатной валюте. Я думаю, и к доллару тоже в ближайшем будущем, и золото тоже. Поэтому я, конечно, настроен, ну, на самом деле, больше по бычьи. Даже сейчас. Но мы находимся в стадии коррекции, надо это помнить. Поэтому могут еще... Это что? Это к турецкой лире. Ну, по турецкой лире, кстати, да, есть еще куда упасть ему. К доллару тоже могут. 73-74 пишет трейдер, туда можем уйти. Не хотелось бы ниже 76, трейдер Space XL туда падать, не очень хотелось бы. Но если бы 78, я бы хотя бы частично вышел бы с тезера. Прям так стрёмно в нем сидеть. Я недавно открываю, значит, этот, как его зовут, Exodus, и вдруг 0 показывает. Я, знаешь, в этот момент ты не сразу соображаешь, что деньги-то у тебя в блокчейне Трона находятся, а не на Эксодусе. То есть тебе надо несколько секунд, чтобы понять эту историю. Начинается сначала паника, типа взломали, как взломали? У меня взломать сложно, как бы я там запароленный по самому не хочу. Начинаешь проверять, а у них просто что-то случилось, и отображение от Трона ну, сломалось. Вот. В такие моменты сразу вспоминаешь, нахрена ты сидишь в тезере, надо выйти в биткоин. Вот, убрать его на другой кошелек, и все будет хорошо.
Посмотрите XRP Mass Adoption банка впереди. Слышь, Гринь, XRP, что ты думаешь по нему? XRP с удовольствием сейчас глянем. Да, я просто это тут сбрасываю звонки, пишу, сейчас объясняюсь, что я не могу. Не Скажи, ты сейчас могу. недоступен, скоро освободишься. У нас уже, сколько мы уже, Да, два да, да. часа с тобой стримим, уже надо будет сейчас. Почти. Да, уже сейчас будем закругляться скоро. Так, Да, смотрим XRP. Да, на самом деле XRP XRP. важно посмотреть, друзья, потому что мы говорили о Троне, мы говорили о Троне, и что он похожим образом ведет себя, как и XRP, к самой главной XRP. монете. Ну, лучше, чем Самой многие, да. При том, что сколько у него было главной. проблем. Да, сейчас XRP. А мой экран видно, да? Все нормально. Ну, должен быть твой XRP. видно. Я просто у себя его смотрю еще параллельно. XRP BTC, а вот я открыл тоже. XRP BTC, мы видим, что выглядит на самом деле похоже на Tron, даже как будто бы еще хуже выглядит XRP BTC, вот на месячном, на недельном, но он тоже только-только подходит к своему многолетнему горизонтальному сопротивлению. Вот он подошел, оттестировал его. Это очень важно, ребята, смотреть графики к биткоину и торговать их тоже, если вы их начинаете видеть, эти уровни. Здесь вообще свои уровни. Вот он уперся опять в многолетнее сопротивление. 3000 сатоши, да, или сколько это? 30, ну да, 3000 с чем-то сатоши. И не смог его пробить. Посмотрите, как много здесь этого было. Здесь была поддержка. Сейчас смотрим. Сейчас он от него отошел и догнал недельную EMA Ribbon. Я думаю, что сейчас XRP будет зажат к биткоину где-то вот здесь, между EMA Ribbon и этой линией. После чего ее все-таки, вероятно, пробьет к биткоину. И начнется тоже to the moon. И вот тут можно, конечно, спекулировать на этот счет долго. Потому что у Ripple было две вершины к биткоину в позапрошлом цикле, кто помнит. В А, прошлом настоящем цикле, а не вот этой вот фигне в 2021 года, где ничего не росло. Две вершины к биткоину, но к доллару это абсолютно две разные вершины. Вот эта вершина к доллару была ниже почти в 20 раз, чем вот эта вершина, потому что биткоин стоил здесь $1000 в начале 2017 года, а здесь стоил 20 тысяч долларов. Короче говоря, у Рипла в целом это к битку плюс-минус одна и та же вершина, хотя к доллару, еще раз повторюсь, он там стоил в 20 раз дешевле. Тем не менее, если мы просто поспекулируем, сколько он тут падал, да, 97% от хая монета к биткоину дала, нормально, хорошая коррекция. Вот, если мы поспекулируем, то к биткоину, если он пойдет сейчас по уровням Фибоначчи, да, куда-то, даже вот пускай от этой вершины, от последней. Вот у нас 0,23 уровень Фибо, 5,8, 6 тысяч сатоши, это с текущих 117%, 0,38 уровень FIBA 240% с текущих, 9000 сатоши, 0,5 11 тысяч сатоши 600 и 0,61 золотой карман 440%, 450% к биткоину, 14 тысяч сатоши. Вот я думаю, куда примерно может метить Ripple, если он сейчас будет расти к биткоину. А это значит рост, понимаете, еще там на 6 иксов к биткоину, плюс если все будет к доллару расти. И фишка-то в чем? Почему мы смотрим к биткоину? Даже если рынок к доллару будет падать, чего я не отрицаю, сейчас может начаться, продолжаться более серьезная коррекция. Ripple ушатают еще куда-нибудь там ниже 2. Легко, на полтора там, не знаю, не 2, не полтора дадут. Так вот в этот момент к биткоину он на самом деле может расти. Он может стоять или даже уже начинать медленно, но расти. Что биткоин могут сильнее пролить на этой коррекции. Опять же, ключевое слово «могут». Но вот когда Ripple пробьет 3000 сатоши, вот где надо будет, мне кажется, фуллон его лонговать уже и к доллару, и ко всему чему угодно. Там, если Ripple пойдет на несколько иксов к биткоину, как и Tron, как и любая другая монета, к доллару это будет экспонента. Ripple к доллару просто будет стоить уже двухзначные какие-то числа. Числа или цифры, как правильно сказать? Числа, да? Я все время путаю. числа, да. Или цифры. Двухзначные числа. Да, ну да, все правильно. Вот, двухзначные числа по Ripple, ребята, но не финансовый совет, дисклеймер. Я Слушай, думаю, у него что самая главная зона, вот гигантская ты дама. посмотри, он ее держит, у Да. него 2,15 и нижняя граница 2-1,95. Причем на 1,95 там у него 200-я имашка. Очень хорошо держит эту 200-ю сейчас, но при этом даже не 200-я является ключевой, а именно зона интереса. Вот в $2 низ и 2,15 вверх ему упасть не дают. Ему не дали упасть там в феврале, не дали упасть там в марте, не дали еще раз в марте. Ну, короче, не дают. Она сформировалась, эта зона, в декабре, в конце года, 2024 года.
Вот если он ее держит, все хорошо, а мы увидим его в 2,58 в зоне справедливой цены. Если провалится, ну провалится, скорее всего, со всеми вместе, если вдруг такое произойдет, то потащат ниже, потащат вниз, у него там уже 1,77. В целом, он, мне кажется, побыче выглядит. Все-таки это трон, на нем ведь ходит главный доллар, главный Это стейблкоин. Ripple, это Ripple. Это Ripple мы смотрим. На Это Ripple. Ripple. Тьфу, Но я они, ты забыл, это знаешь, я трон. тебе говорю, они плюс-минус. А. Ripple быстрее А вырос я на этом смотрю, что-то сайте. он похож, я даже забыл, Да. что я про него говорю. Они похожи, да, особенно Да. биткоин. Ripple, Tron, он рос дольше и Ну, блесенкой неважно, все равно ровно. все равно он выглядит по сравнению с альткоинами, я вообще альткоины редко Да, смотрю, но там как не да, да. откроешь, так все валяются ниже своих когда-либо. Ripple то же а, самое, только он сделал это быстро просто, он сразу туда выстрелил. И это, кстати, не так хорошо. В этом у Трона преимущество, что у него более органический рост. Он эти 2 года постепенно поднимался на эти высоты. Слушай, А это Ripple, старичок, который достигал своего дна, вот я смотрю, в 20-го, ну, в Коронадам, да, там самая нижняя точка, и по сравнению с большинством альткоинов больше вниз не спускался. да, Вообще. У него огромный да. период накопления с 22 года, с мая, и до толчка сейчас в конце года, 24. Это альткоин, который не двигался ниже своего лоя. Откройте там большую часть альткоинов, они лой переписали. При том, что у него суды его там затаскали просто в хвост и в гриву. Достаточно крепкая история. Вот это один из таких мастодонтов, да. Да сейчас плюс-минус все альты там вон. iOS недавно пулял, мы видели на сколько, на 40% что ли, если даже посмотреть за неделю или Так, за месяц. что-то еще писали. Ребята, Гриня, привет. iOS, вон, смотрите, за неделю плюс 40% стоит iOS, и за месяц плюс 44%. Альткоины сейчас начнут реванши давать иксы, выдавать прям пачками. Просто не все на этом усидят. Тут Вот каждый смотри, стрим посмотри. что ли так. Это что-то виснет. Я понял, почему в ВГ так происходит. Когда через Zoom это делаешь, там в Zoom наверху закладочка остается. И если не вырубить предыдущую закладку, получается звук в УБС остается на старом экране. А ты открываешь новый, и ты не слышишь того, кто был на старом. Надо его либо принудительно Это выключать. можно отстроить, я тебе потом после стрима расскажу, как это сделать, напомни мне. Там надо звук захватывать не с видео картинки, отдельно аудио capture. Короче, звуком оставлять, а видео без звука как бы Ой, просто скажи мне, как подмешивать. это сделать, потому что это вот тут раз у нас Да, да. зависло. Напомни мне сейчас, чтобы, да, не... Ну или можно Да. прямо на стриме, кстати, кто пользуется OBS-кой. Все просто, на самом деле. Есть видео capture, а есть аудио capture. И вот когда ты видео capture берешь, у тебя между ними, получается, надо Да, переключаться, и да, да, да. ты И просто теряешь. ставь на них везде звук, убирай вырубай звук на них, на обеих картинках. Это надо, чтобы ты показал, я так не А, пойму. Это мы сейчас ты да, а покажешь. аудио capture ты создаешь еще один, ну типа плюсиком, как этот девайс называешь, аудио capture, и он у тебя только звук принимает, весь общий. Я понял. У тебя общий звук всегда будет идти со стрима, а в Всегда этих идет, звук да, ну если глушишь. надо, И эти да. окотки менять не надо на зуме, вот эти вот, переключаться между ними. Ну, то Ну, есть для меняешь, видео чтобы надо, если, для видео, для чтобы звука уже не картинку, надо. да, чтобы видели картинку, да, для звука не надо, Все, я получается. понял. Хитро. Понял, да, вот, Все, ВГ, лайфхак больше так один, не будет. Вот он пишет, каждый стрим говорит так. Так, что да, ну, еще? Кто еще что-то спрашивал, не спрашивал? да надо, может, это, хорошего понемножку, может, оставим этот недосказанным, этот Где хранить средний PAX-G? Это ты должен знать. Где хранить PAX-G? PAX-G. А я говорил под подушкой. Ну где, на биржах можно его хранить, если не до, ну как бы, если пересиживать в нем там 3-6 месяцев там условные. Если на годы там, то, конечно, в принципе на LED, Грин, ты что-то повис. Это не у меня. на флешке там или на Ты, аппаратном, да, ты что-то подвис на- сейчас. ну да, я говорю, что уж если хранить в долгую стейблкоины там на флешке или где-то, то мне кажется PAX-G как раз на том же Ledger, на Trezor, там, на Exodus. Кто-то что-то спросил, я так понимаю, на испанском языке или на каком, я не понимаю, что здесь написано. А я тоже. ¿Por Мауриньо. qué no respondes слушай, сейчас я попробую, я же не это самое. Ирина, Да, ¿por на qué no испанском. respondes las preguntas? ¿Qué opinas sobre la moneda Dash? Ok, hermano, muchas gracias para esta pregunta. Я- Let me write, я уже по-английски, escribir mi cosas. То, короче, я плохо говорю, но я понял, что ты спрашиваешь. Окей, продашь, спрашивают монету. Сегодня ты Про лонгуешь Dash, Dash, про Dash а и завтра про HBAR. мантраом продашь. Сегодня ты лонгуешь Dash, а завтра мантраом продашь. Не финансовый совет. На самом деле вот так и есть все. Вот рассказал, что делаю. Сегодня я лонгую Dash,
а завтра мантровым шортить буду. Москва, центр H-бар я мира, не как знаю. Нью-Йорк и Вашингтон. Согласен. Москва– H-бар это это родина. к МСу. H-бар это к МСу, да. МСу привет большущий. Жду на стрим. Вот, пускай заканчивает кочевряжиться и приходит. Любовь, одна любовь. H-бар, А, Dash биткоин. Ну слушайте, Dash биткоин, они еще почему-то на Binance нарисовали ему шпильку на 5 биткоинов. Этого не было. Это какой-то глюк. Dash биткоин ходил на 0,2 BTC максимум, или на 0,16, по-моему. Ну давайте даже к доллару посмотрим, да? Да и вот даже, я так понимаю, даже можно не смотреть, а просто человеку сказать мое мнение. Мое мнение все такое же, что Dash прекрасный протокол, отличная криптовалюта, но по графику мы видим обратное. Она уже пришла к своим... Вот, ее когда листили на... Это к биткоину. Она пришла к своим ценам, по которым ее листили на Poloniex в 2014 году. В 2014 году, обалдеть, просто вдумайтесь. Dash это та монета, я одно могу сказать, которая доказала мою теорию того, что мы были в медвежьем рынке все это время. Вот, бычий рынок прошлый закончился в 2017 году, в 2018. И дальше Dash, как вы можете видеть, всю эту медвежку, когда биток отскакивал дохлой кошкой до 69 тысяч, которые в денежном, я вам показывал предложении, даже не дотягивали до... Это было как 14. Короче говоря, 8 лет мы были в медвежке, и Dash лучшее доказательство. Вот был момент, где вроде бы мы должны были выйти по сайферу, и здесь было пробитие в лонг, но этого не вышло. И мы ушли еще в одну 4-летнюю медвежку. Ну, по-моему, тут только слепой не видит, что это очень дешевый Dash. Вопрос в другом, выживет ли он среди конкуренции, среди миллионов проектов. Ну, если мы говорим о фундаментальных каких-то вещах, то я думаю, скорее да, потому что вокруг-то мемкоины и токены. Вокруг даже не криптовалюты, а конкретно скамерские токены. И люди в открытую уже друг другу говорят, что мы вас скамим, потом их встречают Интерпол там где-то или кого-то сажают в тюрьмы. Люди в открытую скамят друг друга на мемкоинах. Dash в этом случае, да, это одна из топ-10, я думаю, криптовалют, если фундаментально так прикинуть, вот которые есть рабочие, блокчейны свои у которых, которые реально предназначены для этого. Dash прекрасный проект, чего не скажешь по его графику. То есть вот тот пример, где мы видим, что фундаментал с ценой, мягко говоря, вообще никак не связан. Но если Dash начнет расти, а мы полагаем, что он может начать расти, если он сделает хотя бы как тот же Ripple, друзья, то Dash просто за пару недель может улететь на $2000. Если, еще раз повторюсь, если он сделает так же, как Ripple. Многие там скажут, да какого хрена он так сделает? У Ripple там, у них банки, у них новости, у них там все. Ну, пожалуйста, что? Это также те люди скажут про Dogecoin, которые говорили, что это все Илон Маск запампил. Но ведь это не так. Илон Маск твитил и на самых лоях 2 года про Dogecoin. Никто не обращал на это внимания. Вот. Да, с другой стороны, если бы Илон Маск или Дональд Трамп сейчас обратили внимание на Dash, допустим, да, в стратегический резерв США, было бы неплохо. Тем более, кстати, что эта криптовалюта придумана в США, насколько я помню. Вот. А мы обязательно позовем их CEO, он у нас уже был, Джоэл, и возьмем у него интервью и спросим, что происходит с проектом. Потому что я до сих пор считаю, что Dash как по 100 и по 200 был дешевый, так и, естественно, по 20 он в 5 раз, в 10 более дешевый. Вопрос в том, будет ли это гигантская W, хотя бы как у Ripple. Ну, вот это вопрос открытый. Напишите потом в комментариях внизу, как вы считаете, способен ли Dash такое сделать. Я думаю, что большинство ответит нет, я уверен. И это и хорошо, потому что в прошлом цикле вот здесь это же большинство думало да. И я к этому руку прилагал. Все думали, что будет to the moon. Но его не случилось. Так это же не значит, что его теперь не случится. Понимаете, как меняется нарратив полностью обратно противоположный. Пал Вот и все. Экспо Поэтому, пишет, да. Гоша, Таиланд дорожает каждый год. Не знаю, не заметил. Заметил дороговизну только из-за района. Я хотел именно в Лагуну поехать, поэтому заметил там, на Пхукете. Нигде больше не был, кроме Пхукета, не могу сказать. Но могу сказать, что вот их основной на Пхукете, этот район, где вот основная масса народу собирается, Патонг, ничего не подорожало с точки зрения денег. А вот, может, там, не знаю, парикмахерская подорожала, еще что-то. Ни байки не подорожали особо, как были, так и есть. Массаж. Ну, вот чуть-чуть массаж может быть. Да и то, там, наверное, где Патонг был, там, наверное, массаж остался таким же. А вот на Бангтау подорожал. Так, кто-то еще О, что-то спрашивал, остальное о, все не понятно чего. По Дэшу ты о. сказал. У нас с завтрашнего дня Песик. уходит солнышко и будет холодильник. У Ну, к нас сожалению. холодильник уже, у нас песик прибежал. Я хотел песика показать.
а он убегает, боится Куда меня, убегать? знаешь. Так, что-то кто-то спрашивал, я пропустил, да? Таиланд дорожает каждый год. Всё, Не Россия. заметил. С точки зрения крепости тайского бата, однозначно. Он как был, таким и остался. М. Это сигнал 7 собачьих монет. Так, Дэша ответили. Что еще не ответили? А, Возвращ... Зачем Гринил Лондон? А вообще Лондон зачем кому-то? Там Что ценник такой, так? что вам там никаких денег не хватит. Вот. Так, что-то много удаленных сообщений от кого-то. Кого-то поудаляли. Так, ну все вроде, ребят, на все ответили. Тонвейс крутой, любимого, Тонвейс крутой, любимого. Сегодня звал его, но я говорю, он путешествует по Таиланду. Я в таком случае тоже бы никуда бы не пошел. Я еле-еле за 3 недели с Таиланда вышел в стрим, мы постримили только один раз. Аргентина безопасность, Кирилла на стриме не хватает, у Кирилла большая разница во времени. МС в стрим тоже, так что у МС тоже не забывайте, что большая разница во времени. Надо заранее все это планировать. Вроде на все вопросы поотвечали, ребят. Так, подписывайтесь на канал, если вы еще не подписаны на Гринин, ссылку вы найдете все в Обязательно. описании. Обязательно подпишитесь на телеграм-канал, телеграм-чат, у нас там идет постоянное общение. Гринин чат тоже большой, ну какая, я думаю, знают все. Не мне говорить. Ну, смотря Пролайкайте, как. Кто с меня пришли тоже, ребят, подписывайтесь на Индекс Рейд. Очень классный, как вы, наверное, заметили, канал. Все по делу. пролайкайте, пожалуйста, трансляцию. Те, кто были, я сейчас даже не смотрел, кто что там пролайкал, но я знаю, что там обычно бывает меньше людей. Не поленитесь, поставьте значок. Это даст стимул делать еще раз, а то не хочется совсем. Как бы, когда Да. нет обратной реакции, этим заниматься, время на это тратить. Вот сейчас в пятницу надо быть дома, Обязательно, обязательно. а я в офисе Шерьте сижу стрим. без 20:10 Обязательно вечера. шерьте этот стрим. Да, Спасибо тебе большое, Вов, что и- пригласил. да, и Было после очень этого приятно. комментарии поставьте нам тоже, не вот здесь в чате, а именно в комментариях, потому что именно это подтолкнет, значит, подальше. Поддерживает кто-то Сусанина, сообщение Сусанина я не вижу. Что там? А, О чем там речь, не знаю. Что-то там скрыто, какие-то сообщения. Ладно, ну поддерживать Сусанина, хорошо. Спасибо, Гринь, что нашел. Мы с тобой столько связываем. Мы месяц пытались, да, соединиться. Целый Ну, месяц что-то никак такое, да. не могли собраться. Вот, Надо теперь, будет у значит, меня на канале ответочку да, сделать. Я тебе давай подпишу забегай, там обязательно. кто ребят будет. Я просто вот ты кого-то называл имена, я ребят не знаю. Если кто-то создал новый канал, интересно, говорит, внятно, интересно, хорошо, Business of альтернативное Alt мнение. Season, да, называется. Я Да, тебе Alt пришлю. Season. С Короче, удовольствием соберемся, да. поболтаем. Вот, без проблем. 100 там человек у него или там 30 человек, не имеет значения. Главное, чтобы человек Вообще не был имеет. интересный. Да. У всех когда-то сначала было 0 У меня было, подписчиков, да. когда я тебе написал, у тебя было 70 или 80 тысяч, а у меня было 700, что ли, человек. Нормально. Да, я пришел на первый криптогон, когда у меня было 700 человек, а у тебя было уже 70 тысяч. Ты меня Да. посмотрел канал, ну, видишь, говорит нормально, А что-то сейчас у интересно. тебя уже 7000 или больше, да? У 5, тебя не, у уже меня скоро 5. Я же редко так 5000. делаю, да, я А, еле-еле в неделю одно всё видео если равно. делаю. Давайте Ну, то есть, дожмем Гошу до 7000, ребята. да. Челлендж. Это, кстати, Да не неважно, так главное, много. Надо... чтобы само комьюнити было интересное. Бывает так, что будет 5000 и 1000 человек будут прекрасны. Вот это самое Да, главное. главное, чтобы без душнил, точно. У Без нас тоже, у душнил, нас да, активно без 70 всяких тысяч. там негативных людей, которые там негатив сеют. Да. Вот. Спасибо, Палекспо. Гриня, давай свой стрим сейчас подряд. Дайте Грине А, кстати, отдохнуть. да, я сейчас выйду, Сейчас скорее начнешь всего, потому что я опять? сегодня не стримил. У меня челлендж, у нас идет турнир на XT, и мы А, 20 дней каждый день торгуем, так что я выйду ненадолго сейчас к своим ребятам. Так что вот, давайте, давайте. переключайтесь на другой канал, Crypto Commons, нажимаете по ссылочке в Я описании. дома включу на телевизоре и посмотрю, что вы там челленджи. Я обычно так смотрю, я дома смотрю вас. Давай, да. Я, кстати, не знаю, сегодня с гостями нет, если вдруг, что, я тебе ссылку пришлю, если будешь еще в это состоянии зайдешь. Я Но не уже все. обещаю сам тоже. Скорее всего, Криптогон мы сделаем отдельно, да, это Да, будет просто нормально, надо торговля. собраться. Ребят, всем Да. спасибо. Всем спасибо большое. До новых встреч. Всем Всех пока. тоже. Останавливаю. У меня Всем нечего одеть. профитролей. Да.